Так, ну, грех не ворваться, конечно, в такую серийку. Здравствуйте всем привет, с вами, как всегда, Леха Хардплей, и сегодня у нас с вами уникальный ночной субботний стрим. Я очень надеюсь, что неделя прошла у вас замечательно, и вообще все хорошо, все, знаете, так вот на позитиве, все, в общем-то, как мы любим. Ну, а если кто-то грустно, одинок, делать нечего, или просто кто хочет поднять себе настроение, добро пожаловать, это стрим по серии «Мама в 16». Она же беременна в 16. И, в общем, короче, все наше вот это любимое. 4-я серия. Я вообще думал на ночь сегодня поиграть в Dragon Dogma, немножечко по вот это вот, по кнопочкам потыкать. Потом что-то так подумал, думаю, да нафиг оно надо до утра сидеть сейчас, вот этот все график весь себе рушить. Поэтому решил поднять себе и вам настроенечко. Так что присоединяйтесь, добро пожаловать, будьте как дома. В самом начале стрима сразу хочу сказать то, что в телеграм-канале Hard Insight, это вот здесь вот проходит, вот тут. Да, если подписаться, там увидите в самой шапочке в закрепе розыгрыш на новые. Не взял сегодня с собой. В общем, такие же, как у меня, часики. Вот, и новые AirPods. Просто от меня, просто подгон. Просто подпишитесь на канал Hardplay, поставьте колокол и просто зайдите в телегу, тоже на нее подпишитесь. Вот, в принципе, и все такие небольшие условия. Хотя, если честно, условиями-то это, наверное, сложно назвать, потому что вы все и так подписаны. Ну, а кто не подписан, добро пожаловать, участвуйте в розыгрыше. Так что, как-то вот, в общем-то, вот так, наверное, все сказал. Огромное, как всегда, спасибо за лайки вам, за подписки. Очень поддерживайте канал. Ну, а кто хочет поддержать финансово или вместе со нами посмотреть фильмы из архива, либо скоро, кстати, будем смотреть аниме. Да, вы меня просили, давно просили, я все-таки созрел наконец-то до этого. Можете подписаться на канал Boosty. Канал Boosty у нас, кстати, находится в описании. Вот она, первая ссылочка. Всего 100 рублев в месяц стоит. В общем, ну, вы поняли, да? Вы поняли. Спасибо. Да, там 100 рублей в месяц, открывается доступ ко всему. Можете смотреть, кайфовать. Ну и, в общем-то, приятно проводить время на учебе, на работе. Короче, «Мама в 16», первый сезон, 4-я серия. Знаете, прям вот немножечко даже волнительно. Очень-очень много вы мне там спамили. Да, кстати, под этой серией напишите, какое аниме будем смотреть. Да. Стрим закончится, обязательно пишите в комментариях. Прям посмотрим, какой даже больше всех наберет. Может быть, даже и на что-то повлияет. Да. Так, ну что ж. «Мама в 16» начинается, да, вот эта пенная вечеринка. Сразу говорю то, что весь этот контент смотрю только для одного. Для того, чтобы донести для молодой аудитории, ну и не очень молодой, то, что рано вот это вот ничего нам не нужно. Потому что потом вот эти вылазят, да, вот их самим вырастите немножечко, все-таки получите образование, кайфаните. Ну, в общем, вот эти вот нотации вам читать не буду. Короче, все смотрите, ну и делайте выводы правильные, самое главное. Все, поехали. «Мама в 16». Ссылку оставлю на оригинал внизу в описании. Обязательно подписывайтесь на их канал тоже. Все. Вот, пожалуйста. Привет, меня зовут Боже. Олеся, мне 17 лет. Я из города Екатеринбург. ЕКБ. Так и Большую часть запишем. своей жизни я провела во дворах. Меня даже прозвали первой оторвой в городе, потому что характер у меня еще тот. Лучше держаться от меня подальше. Олеся дворовая. Как голландский штурвал. Осуждаю. Ведь если я не в настроении, то отхватят все. Это что за... Другого района девчонка так позвал с нами. Давай, вставай. Давай по-быстрому. Иди давай, свой район. Я пацанка, ругаюсь как бы матом. Я взрываюсь с полуоборота, и потом меня просто не остановить. Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливала уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Ну, понятно. Я окончила только 9 классов школы. О! И то с трудом. И то с Сейчас я трудом. нигде не учусь, но О! мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии. Сейчас я нигде не учусь. Мечтаю стать физруком. Все для этого делаю. Все, стремлюсь к своей мечте как могу. Молодец. Но Так. мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии. Ну да. Да и тем более Опа, сюда, ребята. учить там много не надо. Главное бегать быстро. А это я умею. Сколько раз сама от полиции убегала? Мне 17 лет, и
на моем, так сказать, счету уже 3 Спасибо за административных подписку. правонарушения. Первый раз я Но есть столкнулась чем с ПДН гордиться. из-за того, что в 13 лет я находилась на улице в 12 часов ночи, а несовершеннолетним это запрещено. Потом я загремела туда, потому что мать подруги Я прошу прощения, не товарищ прапорщик, не... О! О! Вы представляете, за время рейдов с Артемом Вульфом я научился определять элитные подразделения, с большим, кстати, уважением, на самом деле, со спины, понимаешь, уже со спины, уже даже не оборачиваясь, просто сразу. Белогвардейцы, молодцы, молодцы, так. подала на нас в розыск, хотя мы просто тусовались на лавке. 3-й раз я спалилась пьяная. Еще настолько сильно я грубила ПДН. И еще самое, вот, я не знаю, почему я так Я у поступила, мамы я бунтарь. уснула в дежурной части на полу. Это было жесть. Я понимаю, что если я продолжать буду в таком же темпе жить, то ничего хорошего из этого-то и не выйдет. Я плохая девчонка. Я понимаю, что Не, ну реал bad girl, понимаешь? Если бы ты еще взяла в отделе, да, вот когда тебя задержали, знаешь, чисто так вот, как вот бунтарка такая, взяла в туалет, зашла, и пока никто не видит, взяла и мыло в туалет кинула. Вот это да, вот это, конечно, да, вот это сильно. Или, знаешь, вот так вот нарочно бы стояла, вот так вот кусок мыла, мылила, чтобы другим поменьше досталось. Вот это я понимаю, вот это сильно. Вот это вот прям вот, ну, по-бунтарски, да, чисто как в 17 лет. такое меня Прям сделала вот жестко. улица. Но именно на улице я искала то, О! чего мне так не хватало в моей Нашла. настоящей семье. Внимание и признание. С детства мне мама не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта. Я не помню, когда последний раз спрашивала, как у тебя дела. Мило, допустим, называла, обнимала. Для мамы всегда было важно ее личная Обнимала. жизнь. А мне Бывало. кажется, что мама искала любовь в мужчине. Это у вас, я смотрю, семейное, да? Не, ну подожди, выходной день, имею право. Мама, может быть, мы сходим погуляем? Ни в коем случае. А хотя, говорит, давай пройдемся. За разливушечкой, солнышко, пойдем. А не в Молодец, детях. молодец, хороший пример. Что, Так. есть что-нибудь покушать? Я не поняла, ты маленькая, что ли? Встала, да приготовила, руки, ноги есть. Вода есть. Ладно. Олеся, она у меня очень сложный ребенок. Я понял. Она привыкла получать то, что она сама хочет. Все внимание только ей. Раньше, когда она была маленькая, так и было, но когда братья... Я не понимаю, а что, мать или дочка не могут макароны себе отварить? Я не знаю, с какими сосисонами или еще с чем-то. Я не знаю, гречка, там, рис. Что это? Какой-то... Нужно обладать какими-то невероятными, просто абсолютно нечеловеческими качествами поварскими или что? Что, профессия? Это шеф-поваром надо быть. Лицо опухшее, ну там пивандепол рекой льется, ну конечно. Сестренка у нее появилась. Все внимание все младшим было. Все, сразу полегчало. Мою маму зовут Анжела Феликсовна. Ей 33 года. Она работает продавщицей в продуктовом магазине. Как? Анжела Феликсовна? Получает около 1600 рублей за смену. Больше она зарабатывать не может, так как после школы поступать никуда не стала, потому что в 15 лет забеременела мной. Ребенок я не запланированный. Я чувствовала себя в детстве ненужной. Доходило до того, что она говорила, что я не хотела тебя рожать, лучше бы сделала аборт. Папу своего я никогда не видела. Знаю лишь то, что зовут его Максим, и он очень хотел, чтобы вместо меня родился мальчик. Помню, мама мне рассказывала, она выходит с УЗИ, говорят ей девочка, Мои глаза. она звонит ему, и он говорит, ну все, пока. У меня есть брат Кирилл, ему 14 лет, и сестра Динара, ей Дотя. 9. Мы все живем вместе в однокомнатной квартире. Динара, что делаешь? Уроки делаю, что не видишь? Ну делай. Правильно, делай, я потом проверю. Кирилл, Кого ты проверишь? что как дела? Нормально.
Мама родила всех нас от разных мужчин. Первого отчима я не помню. Они а вот почкованием, второго что ли, никак плодятся? забыть не могу. Ну, мама получала ей ребра ломали, челюсти ломали. Она в Осуждаем такие высказывания, вообще никак не одобряем. Вот эти все ваши домашние микс-файты, полностью осудительный момент. Вообще мы это все не приемлем. Фу, такими быть. крови Да. прям была, харкалась кровью, блевала кровью. Вообще, мне кажется, что женская судьба в нашем роду такая себе. Я чувствую, серия Мою маму веселая бабушка будет. тоже родила рано, и их отношения сейчас нельзя назвать теплыми и заботливыми. У меня мама тоже так же, как и я же, с многими мужчинами жила. Это у нас, наверное, наследственное. Мою бабушку зовут Хасиба Минуловна. Ей 54 года. Работает уборщицей Пожилой киберспортсмен. Позывной даб-даб-даб. Молодец. живет в городе Красноуфимске. А. Это в 4 часах езды от Екатеринбурга. Поэтому сейчас видимся мы редко. 54. Мое любимое число. Да, все плохо, постоянно ссоримся. Из-за бытовых тем. Считай, там посуду не помыла сразу, надо Семейка мозги топовая делать. вообще Не просто. убралась, надо мозги делать. Ты вот, Это- например, копия мама. Мама тоже такая же была. Все заставляла, Копия, тоже бабушка, так мы же. разные. Олеся с детства По такая наследству капризная передается. и все время мать просит. Мама, помоги, мама, сделаем. Мы с мамой никогда по душам не разговаривали, но я всегда тянулась к ней и старалась наладить отношения. Однако это было безответно. Как жить в таких условиях, когда тебя никто не слышит, тебя не существует, тебя не хотят воспринимать вообще? Смотришь «Беременна в 16». Стоп, спойлеры. Я вам так скажу. Я считаю, что не помыть посуду и пожрать не уметь в 17 лет приготовить, это, конечно, такое, хотя бы самое простое. Ну, что это такое? Взяла бы сама мамке приготовила что-нибудь. Ну, что это такое? С внешностью, глазами, улыбкой. Жмышенко Валерий Альбертович. Позывной Жма. Ох. Ну, это на превьюху пойдет на работяга. Молодец. Слушай, ну это наш дедушка в молодости, да. Глатвалакас. Но еще больше меня удивило то, что он ко мне не приставал, даже не попытался приобнять. Обычно пацаны на нашем районе недолго думают, сразу пытаются склеить. Я боялась, что Володя, как и другие мужики, начнет там ко мне приставать, а он не такой, он какой-то, другой такой загадочный мне показалось. Ты, говорит, какой-то не такой. Да, они все такие, а ты не такой. Ты знаешь, мать, лучше бы он такой был на самом деле, потому что, судя по строению черепа, загадочный, знаешь, такой. Тот самый пацан с последней парты, да, Тихоня. Мгм. Когда мы разошлись по домам, я не могла перестать думать о Володе. Набралась смелости, Володя. написала ему в соцсети и сама предложила погулять. Так и закрутилось. Мы стали видеться каждый день. Мы целыми днями могли гулять, общаться, смеяться. Володя мне не отказывал ни в чем. Шаурма, там ресторанчики. Володя Базара ноль, конечно, джентльмен. Вопросов нет. Кстати, в конце этого стрима будет самое сочное. Не хочу спойлерить что, но этого вы не видели, но очень долго ждали. Рекомендую всем досмотреть. В конце, да, и либо видео, кто в повторе будет смотреть, либо стрима. Такого, вот мы ждали это 8 лет, да. Володя перевернул полностью мою жизнь, и я даже забыла о своей старой Это не байт, компании. нет. Через 2 недели он мне Кого? Осуждаю. предложил встречаться. Конечно же, я согласилась. А как отказаться? Ведь он мне показался идеальным.
Каждое свидание было не похоже на предыдущее. Володя поддерживал все мои шалости. Мне было с ним так весело и легко. Как думаешь, я упаду, если скачусь? Не знаю, давай не будем рисковать. Не, давай попробуем. Мне главное за перила держаться. Ну, Зай. Поднимай! Ты у меня безбашенная. О, больно. Ну, второй раз попробую. Нет. А сколько подарков преподнес мне Володя. Мне в жизни никто не дарил. Он мне подарил новый телефон, когда мой сломался. Я думала, что он попросит взамен что-то такое интимное, но он просто подарил. Я сказала спасибо, и все, на этом все закончено. Это был шок. И с таким принцем мне самой захотелось превращаться из пацанки в Сказочный. Но он какой-то не такой. Где-то здесь подвох. Телефон, шаурма. Что-то здесь не... Вот... принцессу. Первый раз, когда я Лесю увидел, она вела себя как немного хулиганкой такой, типа пацанкой. И мне это как бы не очень понравилось, но потом, некоторое время спустя, она показала себя женственной. Сейчас за собой ухаживать начала. Я раньше не делала, там, допустим, ногти. Ну, я грызла ногти, а тут я хочу сделать красивый маникюр, чтобы он заметил, чтобы ему было приятно. Володе 19 лет. Учится на повара-пекаря. Работает в общепите поваром. Получает 35 тысяч рублей в Сколько? месяц. Он сейчас снимает квартиру на двоих со своим другом Димой. Что так повеселел сразу? Знаете, в любой истории всегда есть какой-то подвох. Да ну нет. Нет. Уже. Да ничего. Не, давай колись. Что происходит? Я девушку нашел. Ну, и что, как? Все на месте? Да, все на месте. Нормально? Нравится? Нормально. Давай семок поклеем на. Да. Фотка-то есть? Ну, нормально. Не мой вкус, конечно, но раз тебе нравится, как бы... Ну, это мне понятно. Я зацепил Олесю тем, что у нас жизненные ситуации похожи, и я простой парнишка, и ей таки нравится. Мы с Володей оба из неблагополучных семей. Нам есть что обсудить друг с другом. Правда, у него ситуация еще хуже, чем у меня. Его маму и папу лишили родительских прав из-за того, что они пили и не кормили детей. Я не понимаю, где вы их находите. Володя вырос в детском доме с музыкальным уклоном. Он умеет играть на фортепиано и духовых инструментах. У меня вообще никогда в окружении не было ребят, которые бы увлекались чем-то еще, кроме улицы. Детский дом с уклоном... Чего? Алевтина Борисовна, добрый день! Темный мрачный коридор. Дальше продолжать не буду. Слышу музыку, разливается на весь коридор. Это наш Володюшка. Слушайте, как быстро время бежит. Как ты вырос? Детский дом для меня как второй дом. Там одна большая семья. И я туда могу в любое время прийти и пообщаться. Меня там ждут, меня там поддерживают. Бывает, даже кормят, если я голодный. Когда Володе исполнилось 16 лет, ему посчастливилось обрести семью, с которой Володя меня познакомил всего лишь спустя неделю наших отношений. Его папе Руслану 41 год. Вы знаете, вот бывает смотришь на фото, у меня очень много вопросов и крайне мало ответов. Я что-то не пойму, а... Ну, про этого все понятно. Я не пойму, он в семье монаха вырос, чи где этого, шаолинского?
год. Он работает системным архитектором в крупной IT-компании и получает около 200 тысяч рублей. Маме Ольге 39 лет, она сейчас в декрете. У них растет 3 родных дочерей. Динара 15 лет, Карина, ей 10, и самая маленькая Вы заметили, что он везде выделяется? На каждом фото. Давай, говорит, нормального ребенка возьмем. Да, говорит, конечно, давай. Аиша. Совсем скоро ей будет 2 года. Я считаю, что нам достался совершенно потрясающий ребенок. Вообще он очень добрый, он очень отзывчивый, для него очень много значит семья. Характер у него очень покладистый, очень мягкий. Я так сильно обрадовался, что меня взяли под... опеку. Я очень благодарен им, что они помогли мне с финансами, то, что они мне дали заботу, тепло. Месяц назад семья Володи переехала жить в Армению, потому что организация, где работает его папа, теперь располагается там. Володя с нами отказался ехать, потому что на тот момент он уже встретил Олесю. Я, конечно, очень переживаю по этому поводу, но так как он уже совершеннолетний, я считаю неправильным силой тащить взрослого парня. А с его семьей мы часто Грамотно съехали, молодцы. созваниваемся. Я мечтаю полететь к ним в гости. Связь, говорит, плохая. Давай перезвоню. Привет, Когда-нибудь. Привет. Как у вас дела? С Олесей все хорошо. Смотрите там, предохраняйтесь, дел не наделайте. А то закончится ваше детство. Я буду Смотри на его лицо. Ты кому сейчас это говоришь-то? осторожен. Мы уже соскучились по тебе. Приезжайте к нам в гости. Я всегда с ними на связи, и они мне всегда помогут. Его приемная семья очень даже хорошая, воспитанная, богатая. Я чаще всего Богатая. Знаешь, мать, говорят, люди, если, работают, они по улицам пинают, ходят. Слово забыл. Есть какое-то слово вот для вот этой ситуации, там кого-то они пинают, да. Вот, говорят, тоже можно, немножечко разбогатеть, да, там покушать можно, например, самим сходить купить. звоню Володиной Я где-то маме. слышал. Мы с ней прям как подружки. Я спрашиваю совета. Я бы очень хотела такую же маму, пусть даже приемную. А еще у Вовы есть родные братья-двойняшки – Никита и Кирилл, им 21 год. Они тоже выросли в детдоме и оба живут по отдельности. Но мы с ними совсем не общаемся, потому что им не понравилось, что у Володи появилась я, и все внимание он стал отдавать мне. Олеся для меня дороже, чем братья, так как Олеся... Да. Я даже не хочу ничего говорить. Я думаю, тут все понятно. Чат сейчас сам скажет. меня поддерживает. Мне очень обидно за Володю, Братанов потому что братьям променял. на Володю вообще. Володя меня познакомил с братом Кириллом и его девушкой Дариной. С Дариной мы до сих пор дружим, а вот с Кириллом даже не общаемся. Он бросил Дарину беременную. Я очень надеюсь, что Володя другой. Не такой, как его родной брат такой, как Кирилл, все. и не оставит меня одну. Ведь я тоже жду ребенка. Альфа-банк первым С Володей мы общаемся уже 2 месяца, и у нас с ним до сих пор не было секса. Только виртуальный по переписке. Я уже думаю... Чего? Я медленно снимаю с себя кожаный плащ. Когда же уже у нас произойдет половой акт? Он обо мне знает. Половой акт. Сука. Это вот, знаете, словосочетание, это просто потрясающе. Половой акт. Трэш какой-то. Это уже все от и до. Я у Олеси не Акт проникновения. первый, у нее для меня были половые партнеры. Мне, конечно, неприятно, но что сделать? Ламинат. Так есть. Ты просто лежишь, ничего не делаешь. Что-то не то?
все то. У тебя ни с кем не было? М-м. Ты хочешь сказать, ты девственник? Да. Я хочу полюбить. До свидания. А там уже третий день комбайн ищут. Это вы говорите про стетоскопию. Молодец. А со мной по любви готов? Готов. Я не могу поверить, что в 21 веке есть... Вот сейчас только мне не говорите, что этот прекрасный юноша, он в первый же раз, не вздумайте, даже мне это не вздумайте сказать. Это премия «Лох года», она сразу вот прям автоматически. Есть еще 18-летние мальчики, которые девственники. На следующий день вечером у нас все и случилось. У меня дома. Мне понравилось. И я очень рад, что моя первая девушка — это Олеся. Теперь нам хочется заниматься сексом все больше и больше. И однажды, когда мы в очередной раз пришли ко мне в квартиру, мама нас спалила. Олесь, ты дома? Я пришла. Привет. Привет. Здравствуйте. Это Володя, это моя мама Анжела. Рада познакомиться. Как бы знакомство так у нас не проходит вроде бы. Где букет? Я напоминаю, мамка в 15 родила. Просто, мало ли, кто-то позже присоединился, либо проскипал момент. Я просто, на всякий случай, в 15 лет. Да. Угу. Просто, мало ли. Букет? Так получилось. Где букетик? А там он присутствует. С дочкой прилагался, ёпта. Нет, это слишком жестко. Даже для меня. Где тортик? Не думал, что вы придете. Сейчас схожу. В ней я вижу... Стояк! Слышь, баклан. Опять начинается. Я не хочу. Нет, сейчас опять голова заболит. Нет. Копию себя. И из-за этого я хочу донести до нее, чтобы она не повторяла мои ошибки. Как это так вышло? Привела домой? В гости пришел так, ненадолго. Просто посмотрите на это лицо. Это же просто потрясающе. Это просто феноменально. Это я даже не знаю. Я не знаю даже, как это назвать-то. Это не то, что не обремененный интеллектом. Это вообще просто... Ну ты, Олеся, понимаешь, что предохраняться надо? Да я это все знаю. Как, все серьезно? Вроде когда, но лучше у Володи спросить, когда он придет. Я не была готова так их познакомить, но вроде бы более-менее хорошо. Мне понравился, не знаю почему, но... Передай. Давай. Вот, молодец. Это мне? Да, это вам. Спасибо. Чем занимаешься? Да, учусь, подрабатываю. Какие планы у тебя на мою дочь? Серьезные. Ну, как серьезные? Ты понимаешь, что есть... Это вот, знаете, это вот равносильно тому, каждый раз себя ловлю на мысли, так как я все-таки тоже отец. Вот если бы, когда меня, да, вот начинают жаловаться там на пацана там и говорят, вот он там что-то где-то с кем-то не поделил, вот эти мамки, да, в чате там начинают в школьном, вот, а вот он, а вот вы. И вот скажите мне, вот как, вот мне ему как прийти сказать? Вот батя в твои годы, это да. Что? Что я? Что я? Ну что? Что? Я говорю, молодец, сынок. Я говорю, нормально все. У него претензии есть, говорю, у кого-нибудь? Мне говорят, нет. Я говорю, и нормально, че. Учишься? Я говорю, как? Я говорю, в каком? В 3-м, в 4 классе? Он говорит, в 3-м, папа. Я говорю, как учишься? Он говорит, у меня все 5. Я говорю, разряд по спорту получил? Он говорит, еще в 9 лет. Я говорю, молодец, сынок, все нормально. Я говорю,
молодец, молодец. Что ты, я говорю, все, хороший, я говорю, молодец, растет. Чего вы, говорю, начинаете-то мне это. И вот это вот равносильно тому же самому. В 15 лет родила дочку и сидит. Ну, какие вот у тебя планы? У тебя какие были планы, а? Расскажешь, нет? 17 лет. Да, я понимаю. Как бы, если что, Все будет хорошо. ну, надеюсь. Да хватит уже с вопросом, давайте чай пить. Володя стал тусить у меня все чаще и чаще. Лучший батя, ну а как? Ну как я могу пацана своего ругать? Там один и второй такой же растет. Он кидается сразу. Я же вам видео показывал. Он сразу его эти перчатки одевает. Сразу. Он старшему 10, младшему 3. Он ему говорит, Владислав, говорит, давай забьемся. Он сразу понимает. Он есть так не бежит. Он сразу перчатки идет его одевает. Сразу кидается на него. Ну а что? Ну что, ну это пацаны, ну чё, что мне ему сказать? Ну все же хорошо, чего? Ты кидается. Жесть. Но находиться с мамой на одной территории просто невыносимо. За это время, когда Володя проводит у нас, она успевает вымотать все нервы не только мне, но и Володе. О боже. Что за вещи там лежат? Это вот, что это такое? Ультразвук по ушам пошел. Что это за это голос такой? Что это такое? Что это такое? Что, у нас негде вешать? Есть. Давай убирайся. А! Тоже убери. Уберу, что сразу А орать-то? что, на пол надо кидать, что ли, постоянно? Анжела, вы что так орете? Я вообще-то не Анжела, имей уважение. У вас разница лет 10, мать, ты чё? Я старше тебя. Правда? Анжела Феликсовна вообще-то. Я вообще не понимаю, как Олеся Хорошо, хоть не Феликс Эдмундович, и то ладно. не живет. Ненормально, что приходить с работы и начинать кричать из-за всякой мелочи. Я понимаю, что долго жить с мамой я не смогу. Нужно что-то делать и куда-то съезжать. Да уж, мать твоя, конечно, истеричка. Как ты вообще с Какая ней она? живешь? Постоянно такие ссоры. Я давно бы ушел. Вот так вот нельзя говорить. Вот это на самом деле некрасиво, не красит. Не надо. Мама, какая бы ни была, она мама все-таки. Это вот ай-яй-яй, тем более постороннему человеку. Нельзя. Фу таким быть. Фу, ушастый, не говори так. А что, может, попробуем вместе жить? Мы с другом снимаем квартиру, однушку. Подойдет, нет? Ну, однушка это... Ну, обычно на работе пропадает. Ну, все равно ночевать в одной комнате. Хотя бы посмотри, как вариант. Ну, на самом деле, можно посмотреть, подумать. На первое время же, Ну да. Мне понравилось, что Володя не стал моросить. Запомните, на первое время это навсегда. Все. Там выкручиваться. Мне показалось, это его серьезный шаг по отношению ко мне. Володя позвонил своему другу Диме, и тот оказался не против, чтобы я какое-то Ну, время... ну, понятное дело. Тот гусь еще тот. Грамотный мальчик, молодец. Так. пожила с ними. Потрясающе. Такого еще в этом вот сериале, вот этом вот «Мама в 16, беременна в 16» мы не видели. Так, набирает обороты. Сейчас та самая. Вообще-то у меня имя есть. Чего мы такие неприветливые? Я здесь жить не буду. Почему? Потому что тут мало места. Тут не кухня, тут это что такое? Тут Ну, даже как общага. раковины нету. Ну, если Как вам не обычная нравится, общага. можете идти отсюда, как бы. Почему он со мной так разговаривает? Ты что так базаришь? Где беспредел? А? Хера себе королевишна. Да мы там просто не уживемся с этим другом. У меня просто характер не позволит там. Тем более он так хамит. Жить в холостяцкой берлоге с этим грубияном я не намерена. И Грубияном. Ай, вот когда мне говорят, вот, Алексей, вот вы в реальной жизни материтесь, друзья мои, вот вы представляете, вот человек вот вас оскорбит, да, и вы ему такой говорите: вы знаете, молодой человек, вы грубиян. Ты представляешь, сколько смеха будет на всю улицу?
Ну, там со смеху помрут, там вот реально. Ну, это 100%. Но это... Я даже такого слова в обиходе уже, я не знаю, сколько не слышал. Грубиян. Вообще, у меня есть план. Если я забеременею, то Володя не отвертится, и ему придется снять для нас квартиру. Для начала я убедила Володю не предохраняться, сказав, что так намного приятнее. Я начала задумываться о совместном ребенке с Володей не только потому, что хочу с ним совместную жизнь отдельно от мамы, но и потому, что я уже хочу создать свою семью. Я пока не говорю Володе о своих Надежный план, Уолтер. Как швейцарские часы. План банан. планах, потому что боюсь его спугнуть, вдруг он не хочет. В какой-то момент я поняла, что начала очень много есть, и решила на всякий случай сделать тест. Я рада, что на тесте 2 полоски, и мне кажется, что Володя тоже будет рад. Очень. Но я хочу ему сообщить чуть-чуть попозже. Чтобы точно подтвердить свое положение, на следующий день я пошла в больницу сделать УЗИ. Чтобы переехать с Володей в отдельную квартиру, я решила от него забеременеть. Вы, когда девушка начинает вот так вот подисполнять, вы ей тонко намекните, что квартиру можно просто снимать и вместе работать. Так говорят, глядишь, и ребенка там не надо вот этого. Нет? УЗИ беременности я не вижу. Сейчас ее нету. Точно нету. Да, ее точно нет. Инфа А сотка. почему тогда тест показал 2 полоски? Это может быть либо ошибка мочевого теста, либо срок беременности очень маленький. Для того, чтобы нам с вами точно быть уверенными, есть беременность или нет, лучше сдать кровь на ХГЧ. И все мои планы просто рухнули. Верю, что этот анализ подтвердит мою беременность, и Володя от меня не откажется. Это что-то новое. Будь успешным, это А! Успешным быть. Скоро, сынок, скоро. Скоро будет. В окне автобуса. Успех придет к тебе, сынок, придет. Не переживай. Скоро, мой дорогой, скоро. Скоро. Я очень жду результатов анализа. Все мои мысли только об этом. Успешный ну и о бизнесмен, совместной блядь. жизни с Володей. Что, ты квартиру уже присмотрел? Ну, смотрел, пока нет подходящих. Подожди. Володя! Что случилось? Ты что такая радостная? Я беременна, прикинь! Да ну, как так? Я тебе вообще не говорила, я ходила на УЗИ и сдала кровь на ХГЧ. Я беременна! У меня прям слов нет. Теперь мы родители. Вот это да, влип по полной. Придется все на себя брать, искать новую работу, снимать квартиру. Не думал, что я так скоро стану отцом. Я в шоке, я очень... Заместо того, чтобы выучиться, попутешествовать, отдохнуть всем вместе, почилить, посмотреть жизнь, и вот уже после этого, когда есть хоть какая-то копейка в кармане, хоть какой-то угол, уже что-то там как-то двигаться к совместному жилью и ко всему остальному. Не. Мы ради переезда в квартиру. Прям рада. Меня просто трясет от счастья. Володя отреагировал хорошо, нормально. Он теперь точно будет моим, и все будет хорошо. Конечно, с профессией физрука придется немного повременить, но профессия мамы и домохозяйки сейчас привлекает меня больше. Ты точно рад? Я очень рад. Я теперь постоянно вот эти вкусняшки буду кушать. Ты готов мне их покупать и Да, сюда готов. водить? Кстати, если на сладкое тянет, будет девочка, говорят. Если на соленое, то мальчик. А мне говорили, что наоборот. Ну или наоборот. Ну что, кому будем сообщать первому? Давай лучше Володь, дай соленого. Полувялого Джеки Чана. Денег сэкономишь. Глядишь, там и мальчик родится. Так, осуждаю такие высказывания. Нельзя так говорить. Ольге первой. Думаю, она... Грустно, что приемные родители Володи так далеко. Очень хочется поделиться счастьем с ними лично. Сейчас поделишься, Я давай. нервничаю. Нормально. Не нервничай, все будет хорошо. Привет, ты таки
довольные? А у нас для вас новость. Хорошая. Вы скоро станете бабушкой. Блин. Ну, я прям даже не знаю. Пип-пип-пип-пип. Сорвалось, наверное, в ЧС. Поздравить вас сейчас или не поздравить. Потому что дети, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, ваше детство закончилось. Блин, вам будет непросто. Да я думаю, мы справимся. Блин, я в шоке, но я надеюсь, что вы справитесь. Мы справимся. Спасибо. Фух. Я думал, что-то будет похуже. Я ж Я не знаю сейчас, как моей маме рассказывать. Ты сам Быдло. знаешь, да, как с с характером. характером. Лично нужно сказать. Мне кажется, лично она будет как-то поспокойнее. Давай. Я понимаю, Поехали. что моя мама вряд ли так будет за нас рада. Твоя мама Ей всё фантастика. равно. Поехали. Но рассказать нужно. Живем вместе, и она рано или поздно все заметит. Мы тут с новостями к тебе. Ты не вовремя. Там у мамки нож в руке. Я бы повременил пока с новостями. Хотя бы до окончания готовки. Короче, 5, 4, 3, 2, 1. я беременна. Ты совсем, что ли? Тебе сколько лет, Олеся? Вы же... В 15 кто-то родил. В 15. 15 лет. Помнишь, да? 15, мать. Родила уже в 15. Родила в 15. Напоминаю, личинка вынашивается 9 месяцев. Зародыш, да. Вы же тоже с бабушкой в 16-17 лет забеременела. И что мы родили? И что, надо повторять наши ошибки, что ли? Вы что, с ума-то сходите, Володя? Ты-то чем думал? Передним местом? Как воспитывать? На что воспитывать? Где жить собираетесь? Володя будет Голос работать. потрясающий. Мы от тебя помощи не будем просить. Единственное, что мы сейчас хотим у тебя пожить ненадолго. А где вы здесь у меня собираетесь жить? На полу, что ли, спать? Ну, на полу... Не, это просто, это с ума сойдешься. Это просто может фляга свистнуть. Это, если я бы с утра такой голос услышал, это настроение на весь день. Чисто ультразвук, реально. Там даже, мне кажется, мыши с тараканами не живут в этой квартире. Нас устроят тоже нормально. Ты понимаешь, у меня однокомнатная квартира? Ну это же на время, неделю всего лишь. И все. Ну, они еще не понимают, во что они вообще вляпались. Я жить с другом, с Володиным, не собираюсь. И идти на улицу тоже не хочу. Поэтому лучше пожить пока Но первое приходится, иду. время у мамы. Когда Володя уходит на работу, я стараюсь тоже уходить из дома, чтобы не видеть мать и не слышать ее претензии. Бывшая девушка брата Володи Дарина в декрете. Бывшая девушка брата Володя. Бывшая девушка брата Володи. Так. Поэтому мы можем Понял. встретиться в любой момент. И я могу советоваться с ней по всяким девчачьим беременным вопросам. Ведь к маме за советом я обращаться не хочу. Это вкусно. Что-то много есть стало. Если мы так будем есть, нас разнесет. Короче, я беременна. Чего? Ты уверена, что тебе нужен этот ребенок? Я думаю, что я готова. А ты не думаешь, что Вова с тобой так же поступит, как Кирилл со мной? Два брата все-таки. Володя другой. Все-таки доверяю. Я даже не хочу спрашивать, как они с тобой поступили. Я тоже так говорила. И что в итоге? Но все-таки у меня надежда, что он не будет таким. Если ты реально этого хотела, то я тебя поздравляю. Кирилл и Володя — это две копии. Потому что в отношениях Олеси и Володи я вижу то же самое отношение Кирилла ко мне. Не знаю я, что делать. Олеся забеременела. Что вы ожидали? Конечно, она же гуляет. Мальчик есть. А кто он такой? Да, один парень. Я, пользуясь случаем, все-таки напомню, что и бабушка забеременела в 16 в свое время. Не, мало ли, просто, ну. Одна в 15, вторая в 16. Сидят, дочку обсуждают, которая в 17 забеременела. Потрясающе. Так себе. Забеременела, все, надо рожать. Ну, да как они будут воспитывать? Ты ведь родила, ничего не пропало. Олеся справится Ты, кстати, тоже родила и не пропала. с ребенком, если Анжела будет помогать ей. Справимся все вместе.
Че, уже все новости знаешь от мамы? Мама рассказала. Ты рассказывай теперь. Хоть парень-то хороший. Да. Хороший. Чем он хороший? То, что ребенка сделал? Он работает, старается. Вы что ругаетесь-то? Нечего ругаться уж. Вон ей скажи, чтоб не ругалась. А ты не понимаешь меня, не слышишь меня. Так же хочешь мучиться, как я, что ли? У меня есть Володя, он мне будет помогать. Я уж вижу, что как он тебе помогает, что живет. Да, тыковка от яблоньки недалеко падает. У Ага. меня из 5 на полу. Да это только на время. Он хороший. Они все хорошие. Мама с бабушкой начали друг друга понимать с возрастом, и мне не нравится, что они меня учат жизни. В себе уверена. Думает, что она все сама может. А в самом деле Пойму, что с ней? без матери никуда. Привет. О, Сколько пришел. времени? Ёп. Что за блатхата, я не пойму. Твой ненаглядный. Привет. Привет. Сколько время ты видел? Нет, не видел. Володя, знаком? Знаете, вот это вот тот момент, когда я даже не знаю вообще, что сказать. Знакомься. Это Олеся бабушка. Это наш красавец. Бабушка, что у вас там в кровати ночью делает? Я не пойму, что за семейка Ланнистеров, что происходит? Долго был, потому что на работе был. Куда это ты вешаешь куртку? Вешай туда на место. Куда? Прихожую. Ты что, дебил? Ну вот, бабушка, я тебе говорила, нормально. Вообще, супер, супер. Ну Володя, чё в какое у одежде-то? тебя образование? Средний. Он на повара, кстати, учится. Почему-то только дома не готовит. Ну, Вы что, конченые, что ли? Вас 3 бабы. Пацан работает, вы что, я не пойму. он на работе. работе. Ну что ты, Володя, сейчас хочешь стать папашей? Да, И как будете расти ребенка? нормально. У Олеси же есть мама. У Володи же есть работа, чтобы Жесть. поднять на ноги ребенка, а не мама. А ребенка как будете смотреть? Он будет работать, я буду за ребенком. У меня есть один вопрос. Я не могу уже. Вот это мама, так? Вот это бабушка. Вот это дочка. Вот это Олеся, вот это жма. Вот это что за тело? Что это за пожилая торпеда? Я не пойму здесь. Просто кто-то зашел поспать? Или что у них тут? Кто это? Я не пойму. Оператор завернулся в клубок. Кто в пододеяльнике? Я не пойму. Ребенка смотреть, как всегда, как во всех семьях. Поживем, увидим, что будет дальше. Хорошо. А ты какого так поздно пришел домой? Пока добирался, пока чего. Сексом умеют заниматься, пускай и научатся работать, деньги зарабатывать. Лину, привет из Королева. Да я в Зеленоград переехал, мой хороший. Давно, видать, меня не смотрел. Но спасибо. Мама продолжает каждый день выносить мне мозг, чтобы я за всеми убиралась, готовила есть, еще и продукты покупала. Ля. Да нет. Мама, это сейчас надо делать. Да, сейчас. Носки перед носом валяются. Так-то, прикинь, все с утра встают и убираются. Все, давайте, Володя, вставай. Тебе что, не на работу? Нет. Если не на работу, встал тогда и думайте. Нет, это просто, я бы сразу бы ушел. Я серьезно говорю, но это просто трэш, это голос, это просто потрясно, ну, я не знаю, но это невозможно.
Что с жильем, что делать дальше будете? Да вы не переживайте с жильем. Вы мне тут нужны. Володя, давай вставать, она не отстанет от нас. Так-то, Володя, ты вообще говорил, что ненадолго. Надоело мама Олеси. Хочется уйти на работу и не возвращаться никогда. Ты тоже, Володя, давай ищи квартиру уже. Ты что ты начинаешь? В смысле, что я начинаю? Я беременна, Володя. Беременность? Мне нельзя переживать. Я беременна, сплю на полу. Тебе вообще это нормально? Ну ты ж не на голом Как полу мужчине. Все, давай, зайка, не будем ругаться. Я найду квартиру, и мы снимем ее. Хорошо, давай, Володя, только точно. Точно, обещаю. Меня сейчас просто прорвет плотину, и я начну сейчас очень сильно материться. Если Прям Володя также по-черному. будет кормить меня завтраками и не возьмет все в свои руки, то мне придется все самой решать. Я прям на грани. Хорошо оплачиваемой работы у Володи так и не появилось. Он сначала уволился из общепита, потом набрал каких-то подработок, но дохода они не приносят. Денег на квартиру мы так и не нашли. Ну что, Володя, с работы делать будем? С чьей? С твоей? Почему Володя не задаст этот прекрасный вопрос? Постараюсь найти работу. Мне самому не нравится с своей матерью жить. Володь, привет. Олеся, это Люба. Это кто? Это знакомая. Бывшая знакомая. Как понять бывшая? Ну, Долбил он ее раньше, перед тобой. Пу. не начинай. Ладно, ребят, всего вам хорошего. Рада тебя была встретить. Ты мне говорил, бывших нету у тебя. Мы с ней так, в кино ходили. Я понимаю, Володя красивый мужчина, он привлекает Какой? Показалось. других девочек. Да нет, И мне показалось. кажется, его могут увести у меня. А что, она накрашенная, еще бы поцеловала его. Конечно, я буду ревновать. Знаете, вот синдром Патау, когда не слышали? Новый синдром не так давно был открыт. Болезнь Патау. Это вот, когда вот вроде человек, он говорит, вот ты на него смотришь, ты вроде слова понимаешь, а ты начинаешь постепенно тупеть, она заразная. Ну, то есть вот ты смотришь, и у тебя прям, ну, начинается это. Да. Встреча с бывшей Передается меня всеми напрягла. возможными путями. Я тут же вспомнила слова Дарины о том, что Володя может меня бросить, и мое настроение испортилось. Отстань от Да меня. все, успокойся, Больше ты я что с тобой начала? разговаривать не хочу. Зайка, Отстань. Зай. Иди к своей Любочке. ну Зай, я люблю тебя. Пусть только попробуют к Володе подойти, узнают, что такое фингал под глазом. В однокомнатной квартире мамы среди стольких людей у нас с Володей нет никакой личной жизни. А так ведь действительно можно и парня потерять. Я из-за этого сильно парюсь. Вдруг он реально кого на стороне найдет. Поэтому я решилась позвонить маме Володи и попросить денег на квартиру. Надеюсь, что переезд решит все проблемы и жизнь наша наладится. Я решила сказать Ольге все. А она в курсе, что деньги, когда их берешь, их потом нужно отдавать? Она в теме вообще, нет? Ну, как это работает в жизни? Просто, ну, ей 17 лет, может, ей пока еще не объяснили? Как есть. Чужие люди помогают больше, чем родные. Привет, Олеся. Как дела у вас? Ну, у нас на самом деле не очень все хорошо. С мамой жить как-то сложно на самом деле, потому что у нас стычки, ругаемся. Хотелось бы уже съехать. Еще Володя на подработках работает, денег особо тоже не Вот в хватает. этот момент мамаша должна сказать: иди работай! Вот так вот прям, с выражением. Потому что по-другому никак. Ну, если хотите, я могу помочь вам на первый месяц. Знаете, я бы не отказалась. Потом вернем вам денег. Сейчас у Чего? ребят непростой период. Володя меняет работы, поэтому мы решили дать им денег. Кто-нибудь предложите ей поработать, хоть кем-то, хоть за 8, за 10 тысяч, куда-нибудь, я не знаю, в Макдак, еще куда-то. Куда-нибудь отправьте ее работать. Почему никто про это не говорит?
на первое время на квартиру. Как бы мы их заняли, но обратно не очень Брови ждем. уже шевелиться Я начинают. благодарна маме Володе. А вот моя мама только выгоняет, вместо того, чтобы действительно помочь. Ты что, куда собираешься? Вещи собираю, приезжать будем. Куда? В квартиру. В какую квартиру? Ну ты же ничего решить не можешь? А что ты со мной не посоветовалась? А что с тобой советоваться? Я тебе говорила, много раз говорила, Володя. Найди деньги, работай. Я написала Ольге, поговорила с ней и взяла у нее денег на первый месяц. Мне очень стыдно, что Ольга нам дала на первый месяц за квартиру, но я обязательно это ей верну. Мы нашли квартиру на деньги родителей Володи и, наконец, уже заживем как настоящая В новостройке. Надеюсь, пятикомнатная. взрослая пара. Будем сами решать, когда и чем заниматься. И никто смущать и доставать нас здесь не будет. Ну, Володя. Что за... Кто, я не пойму, уже на диван настругал. Володя. Что не так? А что она такая темная? Ну, раскрой шторки. Ну, на самом деле, да, пустяки. Тут можно открыть. Все уютненько. Ботинки не пробовала снять? Бестолочь. Вы реально чуханы, вот конкретные просто. Делаем. А сюда постелим что-нибудь. Видишь, светло стало. Давай, давай быстрее разбирать. На самом деле, я очень рада, наконец. А я так и рад. Ну, конечно, в этой квартире не то, что я думала, но на первое время, конечно, пойдет. Но в дальнейшем я хочу в другую квартиру переехать, чтобы прям было вау. Это просто трэш какой-то. Сегодня меня ожидает радостное событие. Знаете, что самое смешное? Вот все понимают, что это шоу, да? Но мне почему-то что-то вот подсказывает, что это легко может стать и в реале. Вот такие есть. И их немало. Поэтому, причем что М, что Ж. Тут как бы... День, когда я услышу сердце своего ребенка. Уже шевелит ручками-ножками. Сердцебиение хотите послушать? Да. Давайте. Был бы странный Давайте ответ мы «нет». Посчитали. Все в порядке. Пороков развития я никаких не вижу. Я очень рада, что с ребенком все хорошо. Жаль, что Володя не со мной. Но у него сегодня первый рабочий день на новой работе, в шиномонтаже. Правда, меня напрягает, что его туда позвал друг Дима, который мне не очень нравится. Но, с другой стороны, у нас хотя бы наконец появятся нормальные деньги. Ну-ка давай. Моя беременна. Оба-на. А ты не рановато ли еще? Да нет, не рановато. Ну что, поздравляю тогда тебя. Спасибо. Все, может, вечером отметим? Да не могу. Из-за чего? Моя против. Я считаю, что Володя уже прогнулся под Олесю. Ну, он уже стал подкаблучником. Цокнулся. И Цокнулся Олеся просто. решает все за него. Не, монобровый дело говорит, на самом деле. Монобровь херни не скажет. Согласен. Не-не, по делу. Просто цокнулся и все, мужик. Согласен. Володя приходит с работы подозрительно поздно. Когда он лег спать, я А усы ты видел какие? Ух. решила залезть в его телефон и обнаружила переписку с девушкой. О, решила залезть в его телефон. Привет. Да все нормально. Может, встретимся? У тебя как? Я сразу его Что-то хорошо. Люба пишет, не могу. разбудила. Чё это? Какая? Вот это вот. Чё за Люба? Почему она тебе пишет? Ну, она хотела встретиться, но я же отказал ей. Почему, когда она тебе написала, ты сразу Что, вообще, ты вообще-то вроде как ей писал по переписке. не закинул в ЧС, допустим, или проигнорировал? Ну, прости. Я твоего ребенка ношу. Все, я заблокировал. Ты довольна? Да, довольна. Все, давай не ссориться. Иди сюда. Не хочу ссориться. Чтоб больше, Володя, такого не было. Хорошо.
Мать 32, дочь 16, отец в тюрьме. Как любому мужчине, Флексит все. мне хочется посмотреть на других девушек. Это нормально, но она этого не понимает. Я в бешенстве. Где тот Володя, который был изначально? Я просто не могу. Можно еще раз эту фразу? Я прошу прощения, и просто, Володя, который был изначально. Я просто не могу. это феноменально. Похоже, переезд на новую квартиру и отдельная жизнь от мамы на Володю никак не повлияли. Я по-прежнему ревную его к другим тёлкам. Поэтому я решила скорее встретиться с Дариной и спросить ее совета. Как О! сделать так, чтобы Володя смотрел только Самое главное спросить совета у лучшей подруги. Это самое главное. Она никогда ерунды не посоветует. Да. на меня. Мне тут, походу, Володя изменяет. Чего? С чего ты взяла? Гуляли в центре. И Володя, короче, встретил бывшую свою. Вот. После этого у него как-то внезапно появился ее номер. Как ты думаешь, они общаются? А ты не пробовала как-то это проверить, последить за ним? Вот. Вот. Как только вы вынесете ссор из избы, вам дадут самый лучший совет в вашей жизни. Это оно. Это самое лучшее, что может быть. Поехали. Ну а как я за ним прослежу? Ну, я как-то в свое время с Кирилла, когда подозревала, скачала приложение Угу. и видела, где он, с кем он. Ну, идея так-то хорошая. Попробую установить. Мне кажется, вообще мы скоро с ним расстанемся. Я какая-то не такая, что ли, Плюс фобия. стала. Ты не Думаю, пробовала идёт. себя изменить? Ну, а что Начать я краситься, себе изменю? одеваться. Какой краситься? Я краситься я не умею. Давай я тебя научу. Ну, давай. Чтобы Володя был мой, я готова меняться ради него. Чтобы Володя не смотрел ни на кого больше. Иди работай. Вот уже месяц Володя трудится в шиномонтаже и получает хорошие деньги. 15 тысяч в неделю. Теперь точно заживем. Сколько? Но чтобы не упустить свое счастье, я последовала совету Дарины. Заказала всякой косметики, стала краситься, а еще установила по-тихому приложение для слежки в телефон Володи. И что это за... О, покупочки. В смысле? такое? Копилка. Ты копить собираешься? Почему я собираюсь? А Ты кто? собираешься. Только вот И так. зачем тебе это все? Я же все-таки девочка, должна себя баловать. Видишь? Нифига себе. И ты собираешься копить? Ну так побольше надо зарабатывать. Не бесит, что Олеся заказывает всякую и говорит, что я мало зарабатываю. Я думаю, что Олесе надо научиться экономить, а не пилить мне мозги. Я хочу, чтобы мой ребенок не знал о бедности, как у меня. Кто-нибудь скажите про... Чтоб она пошла работать, чтоб ребенок не знал о бедности. Да как это работает? Ой, Как это возможно? гормоны играют. Она жалуется, что типа я мало денег Ой, этот зарабатываю. пошел Ты рассказывать. хочешь, чтобы я больше зарабатывал? Ты ей скажи то, что ты как бы не миллионер. Она еще все тратит. Сейчас монобровый насоветует. Курьер принес пакет и копилку. В пакете всякое барахло там. Так ты возьми один раз, потраться на себя, да и все. Чтобы она понимала, то, что ты как бы тоже человек, ты зарабатываешь эти деньги, и в этом твоя доля есть. Она еще ни разу не работала, и права она свои качает. Она... Вот я вам так скажу, что если бы вот эти два додика знали про одну вещь, про какую? Вот он, не зря написано, на футболочке-то, да? Ага. А если в первый комментарий там вот перейти, закрепленный, или он в чат на стриме, да, заходишь к оранжевым ребятам, да, раз, говорит, фрибетик, ты такой, опа, так, взял там, куда-нибудь закинул, и все. И все, и потом забрал. Или не забрал. Да, главное, что ничем не рискуешь. Так, спасибо вам, Господи! Кто заходит и регается, да.
Хотя бы так. Спасибо. Дай вам Бог здоровья, счастья, удачи, успехов, всего самого хорошего, доброго, светлого. Не слушайте друзей-дебилов, особенно монобровых. Пусть придет, хотя бы поработает у нас, хотя бы день, если простоит, конечно. Тогда поймет, как эти деньги зарабатываются. И пусть покупает тогда себе, что хочет. Я решила написать Володе смс-ку с извинениями за свое поведение. Не нужно нам ругаться. К его приходу сделаю себе лучший новый макияж. Тем более, что я еще не всю косметику опробовала, и стрелки рисую недостаточно уверенно. Это что такое? Это я себя решил порадовать. Купил кроссовочки себе. А почему ты себе кроссовки купил, а мне ни цветочка, ничего? Обделил, считай, меня. Ну, почему обделил? Ты же заказала себе всякие погремушки. И за сколько ты их купил? Ну, за 7,5. Сколько? Сколько? Ты смеешься надо мной? Нет. Володя, это я себе даже за 7500 не покупаю. Ты думаешь только о себе. Буду я тебя еще радовать. Что значит буду? Я сейчас хочу. На, возьми. Сходи, что-то себе купи. Спасибо. Почему, Олеся, может? Какой же он... Возьми. Сходи, что-то... Посмотри. Жесть, просто жесть. Это реально, эта серия сейчас переплюнет все. Вообще все. Ты себе купи. Спасибо. Почему, Олеся, можно покупать что-то, а мне нельзя? Меня это раздражает. Да, однако терплю и даю деньги. Цокнулся. Ой. Сегодня я иду на второй скрининг. А? Я очень волнуюсь, потому что именно на втором скрининге объявляют о том, какого пола будет малыш. Ну, давай. Боюсь, что если будет девочка, то Володя может ее бросить, как бросил меня мой отец. Я понимаю, что Володя совершенно другой человек, и он не должен так поступить, но вдруг... Можно немножечко так личико посмотреть уже. Видно, в принципе, глазки, да, носик, губки. Я еще раз спрашиваю. Может быть, у меня какой-то, не знаю, у меня отсутствует воображение, либо еще что-то. Что вы здесь видите? Какие глазки вы где видите? Вы кого здесь видите? Пол можно будет узнать уже. А можно еще пол на листочке написать? Вот скажите мне, вот я понимаю, что меня смотрят люди разных возрастов. Скажите мне, пожалуйста, вот как в этом холодце, вот в этом студне разглядеть какое-то лицо? Как? Ну, вот скажите мне, мне куда надо посмотреть, чтобы вот у меня как в хлебопечку глянул. Что это такое? Как? Ну как нормальному человеку, адекватному, который ничего не употребляет, здесь понять, что здесь происходит? Хотим гендерпати Хорошо, сделать. конечно. По весу сроку соответствует, еще будет переворачиваться. Плацента нормально расположена, признаков угрозы я никаких не вижу. Все хорошо. Пол ребенка я сейчас вам на листочке напишу. Я смотрю на экран, и меня переполняют эмоции, но я ничего... Какие эмоции? Не понимаю. Вот это правильно. Вот наш человек. Мне показывают, говорят, головка, там не головка, я ничего не понимаю. Желание открыть конверт Ты уже показал. невероятное, но я держусь. Вот устроим гендерпати, тогда и узнаем пол малыша. И вы все пати устраиваете. Ну чё? Как думаешь, что будет? Ну, я надеюсь, что мальчик. А я ты? тоже. Нам нужно уже насчет гендерпати что-то решать. Когда у тебя Давай, выходной? ну, в течение недели. Тогда надо всех собрать. Я свою маму захотела позвать. Хорошо. Пацана, я хочу, чтобы он был такой же, как я. Чтобы, может, Такой же красивый. было с ним куда-то ходить. Туда, куда девочкам нельзя. Впервые в жизни Осуждаю. я скучаю по маме. Может, это потому, что я никогда не жила отдельно от нее? Хоть у нас и были всегда скандалы, но виделись мы каждый день. А может, потому что скачут мои гормоны, и мне сейчас как никогда хочется маминой поддержки и заботы.
8 лет осталось тебе подождать. Но подожди, когда малому старшему будет 18, папке будет сколько? Мне сейчас сколько? 20? 3 пишем, 2 в уме. Что ты рассказываешь? Там 44 года. Я тебя умоляю. Найс, считаем. Понял. Это как вы так считаете? Как у тебя 42 получилось? Поэтому до праздника я решила встретиться с мамой наедине. Хочу попросить ее о помощи. Давай я тебе шурпу наложу. Шурпу? Да. Как ты любишь готовила? Ходила я на второй скрининг. И что там, как дела? С ребенком все. Ну, сейчас 36. Так. А если к 36 8 прибавить, сколько будет? Сабин, скажи мне честно, ты как рекламные контракты считаешь? Ты же договора подписываешь. Все хорошо. А что, кто будет? Я не стала узнавать пол. Мне на Ух, листочке числа написали. ставишь. Мы хотим с Володей сделать гендер-пати. Это что такое? Лопать шарики. Там, если розовая конфетти, то девочка. Если синяя конфетти, то мальчик. Ну, так интереснее будет, мне кажется. Так что приглашаю. Еще хотела бы помощи попросить, чтобы организовать вдвоем, а то я одна вообще не справлюсь. Ладненько, давай тогда. Помогу я тебе. Я ведь все-таки люблю тебя, ты моя дочь. Мне так приятно, что Олеся попросила меня о помощи. Я помогу. Я хочу ей дать ту любовь, которую она не получила в детстве. Вот она когда медленно разговаривает, в принципе, все не так плохо. Ну, не тошнит. Вечером нас ждет важное событие в жизни. Мы наконец-то узнаем, кто у меня в Кто вот это вот придумал? Вот это вот кто придумал? Вот это вот, а вообще откуда вот это пошло? От этих, да? Из-за вот этого океана, да? Гендер-пати. Это что это такое? Это что это такое? Кого? животе. Из Америки, да? Из-за вот этих вот. Ага. Я долго готовилась к этому дню. Я обзвонила всех своих друзей и родственников и пригласила Ой, на наш Господи. праздник. Да. Вот это как раз. Алло. Кто там тебе звонит? Прозвон. Алло. Алло, Зай, ты как? Я нормально, гендер-пати вон готовлюсь. Прикинь, как все красиво тут вообще, ты бы знал. Я сегодня не смогу приехать, я задержусь на работе. Я не пойму, Юр, ты на родном языке, что ли, заговорил? Юр, ты знаешь, я вот тебя не хочу обижать, ты парень нормальный, ты мне скажи, у тебя точно тем подавал снаряды, нет? В этом. Там на каком разговаривали языке, скажи? Осуждаю сам себя. Май либе кинда, я, Зергут, говорили, или как? Зергут? Я понял. Молодец. В смысле, Володя, у нас так-то планы. Мне это что, одной Володе, что ли, надо? Молодец. Ну, перенеси, пожалуйста. Перенеси. Я не буду ничего переносить. Все уже готово. Прости, Зай, я не смогу. Ну зачем вот это все? Олесь, не переживай. Да, вот этот вот шар еще. Господи. Все бесит меня. Прикинь, смотри, у тебя девочка будет, Олесь.
Чего ты что, я переживаешь? хотела Обожаю мальчика. истерики. Девочка, это тоже хорошо. Главное, чтобы здоровая родилась. Девочка, это тоже хорошо. Забей ты Он на девочку него. не хотел. А вдруг он Главное, меня бросит чтоб так же, здоровый как мой был. отец? Не все такие, знаешь, мужчины. Ну и пусть Володя уйдет. А что, нормальная пати? Мне такое нравится. И друзья пришли, и все. Вырастим как бы сами. Не пропадем. Я же не пропала. И она сможет. Мне пришлось позвонить всем гостям и сказать, что гендер-пати отменяется. Это ужасно. А больше всего меня раздражает то, при каких обстоятельствах я узнала пол нашего ребенка. Прекрасных. Вообще нормальные люди все там узнают. Они в конверты пакуют. Ну ладно. Привет. Аптека, улица, Че фонарь. плачешь? Ничего. У нас девочка. Да, можешь идти. Почему я должен уходить? Может, ты хотел мальчика? Ну и что? Девочка, это тоже неплохо. Из чего ты вообще решила, что я тебя брошу? Потому что меня отец тоже бросил, он хотел мальчика. Правда такие бывают? Это на самом деле или это что? Я у вас у всех спрашиваю. Вы таких встречали в жизни? Нет. У вас, ну, вы знаете таких людей в жизни? А реально? Что мне просто повезло, ну, мне вот настолько конченые, они не попадались никогда. Жесть. Ну я же не твой отец, чтобы тебя так делать. Ну, вдруг ты такой же. Нет. Все мужики одинаковые. Я тебя точно не брошу. Я тоже не... Все, успокаивайся, давай. Я сначала расстроился, но потом подумал, Я что вообще- ну, девочка так девочка будет. Блин, ну а вроде бы и рад, что девочка. И извинился. Он так посмотрел на меня, что я на него зла не держу. Мы сообщили приемным родителям Володи, что будет девочка. А еще Володя предложил мне познакомиться с его воспитателем в детском доме. Он мне много рассказывал о Нине Вениаминовне, что для него она очень близкий человек. У меня есть странное такое ощущение. Вот мы посмотрели чуть больше половины ролика. Мне кажется, она, знаете, для чего везде ходит, со всеми знакомится? Сараус, I don't understand you, sorry, but I glad to see you, glad to meet. Welcome to the club, buddy. Nice. Это... Я просто немецкий язык прогуливал в школе. У меня 2 языка было. Я весь 10-11 класс в компьютерном клубе просидел. И немецкий язык это был один из языков, один из предметов, которые я практически не посещал. Да. Вот честно зато честно. Очень стыдно, очень стыдно. Вот сейчас бы понял человек. Да. О. Мартис, да, значит? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь, раздевайтесь. Прилягте с дороги. Можно сказать, вторая мама. И сейчас Володе очень хочется рассказать воспитателю о том, что он скоро станет отцом. Сегодня так необычно, ты пришел не один. Да. Да? Это вот девушка. твоя девушка, да? Володя, как зовут ее? Олеся. Слушайте, на самом деле это гениально. Можно не работать, можно ходить по гостям и везде жрать. Ну, это факт. Я тоже. Мартис, я тоже. Ну, ты знаешь. Ой, золотце. Мин, у меня для вас новость. Какая, Володя? Я скоро буду отцом. Ребята, как я за вас рада. Какие вы молодцы. Володя, но это же очень ответственно. Да, я знаю. Вот сейчас у тебя появится настоящая семья, а ты ведь главный в семье. Ну, он у нас умница, он все сможет, он все вытянет. И ты увидишь, что будешь самой счастливой девочкой в мире рядом с ним. Я рада за Володю и за его девушку. Володя повзрослел, он работает. Мне кажется, он готов быть отцом. Большая половина моей беременности уже пройдена.
Хоть живот уже большой, я все равно стараюсь за собой следить и быть хорошей хозяюшкой. Для меня это все, конечно, непривычно и сложно, но я стараюсь. Ведь мне так хочется нравиться своему парню. Вон я тебе как приготовила. Фу, солено. Ты пересолила? У меня болит спина, у меня болит все. Я возле плиты стояла, тебе готовила. Ну, прости. Я поем хлопья. Какие хлопья? Ну, ну реально, есть невозможно. Солено. Не будешь ты есть хлопья? Ты будешь есть то, что я приготовила. Нет, солено, Да. я не хочу это есть. Не плевать. Чего она так завелась, не пойму. Если не в курсе, сейчас есть культура такая у девчонок. Тарелочницы называются. Реально? Какие-то гендер-пати, тарелочницы. Что происходит? Взяла бы, сама попробовала. Мне очень неприятно. Ну как так можно? Я стояла целый день у плиты, беременная, готовила. Я прошу прощения. Еще раз, можно улицезреть блюдо? Я, может, что-то не соображаю. Там чего? Пюре и сосиска? Я, может... Пюре она целый день готовила? Солено. Не готовила целый день. А он так поступает со мной, как будто я ненужная. Потрясающе. Мы уже 3 дня с Володей почти не разговариваем. Он собирается зайти домой в обед, но его все нет и нет. Я переживаю. Может... Надо позвонить подруге. Позвонить подруге и сходить с ней в кафе или в гости. Для чего? Для того, чтобы пожрать на халяву. Поехали. Пока я обижаюсь, он развлекается с другими. Я решила воспользоваться локатором. Я не знаю, что это за точка. Это явно не шиномонтаж. Это что такое? Почему ты не на работе? Пу-пу-пу. Страуса, помните? Так мы на обеде. Я теперь поняла, какие ты обеды тут кушаешь и на что ты деньги тратишь. Я смотрю, тут и Люба с вами. Леся, что ты начинаешь-то? В смысле, что начинаю? Это разве обед? Сырники вот эти вот. Еще девочек, да, кормишь? Ну, угостил, что-то. Ну, пойдем, выйдем, поговорим. Пошли, поговорим. Короче, сейчас будет разрыв. А что, она всегда такая? У нее гормоны шалят. Она беременна? Да, Понятно. к Володиному сожалению. Что за Люба? Почему она здесь сидит? Да, встретили мы ее. Я вообще не хотел с ними идти. Я за... Значит, говорит, стою я в шиномонтажке. Ничего не предвещало беды. И тут, вот так вот, знаешь, вот, думаю, дай вот, ну вот, слегка выгляну, да, из шиномонтажки, так, одним глазом. И подъезжает машина, представляешь, там Люба, ее подруга и мой кореш, и меня вот так вот вяжут, короче, кидают в тачку и завозят в кафе, и говорят, если ты сейчас не купишь нам сырники и не заплатишь за все за это, тогда все. Тогда все. Насильно заставили. Серьезно? Ты серьезно? Ты не верил, нет? За тобой слежу. А что ты за мной сидишь? У меня к тебе доверия нет, поэтому я слежу. Я надеялась, что ты исправишься, а сейчас вижу, что ты с бывшей сидишь. Все, со своей Любой оставайся. Да что Леся накручивается?
Давай пока. Тебя люблю, я ее люблю. Данкишон. Чего он мне заливает? Какой обед? Теперь понятно, куда он деньги тратит и на кого он тратит эти деньги. Еще этот друг. По-любому он его таскает по всяким этим кафешкам. Вот вы знаете, вот опять обратите внимание, прошу заметить аудиторию, то, что вот эти вот друзья, особенно лучшие, а особенно если они в интернете, а особенно если с города Новосибирск, ничего никогда не предвещает хорошего. Вот был у меня тоже вот один лучший друг, да, в интернете. Ну все. 8 лет отношений коту под хвост. С бывшей сидит. Что? А может, он и на гендер-пати не пришел из-за Любы, а не из-за работы? Как я после этого могу ему верить? Не знаю, извинит она меня или нет, я даже не знаю, что делать. Олесь, зай, прости меня за сегодняшний день. Что это? Почему ты Любе своей это не подарил? Зай, пожалуйста, прости. Ну, реально, так не делается. Ну, я так больше не буду делать. Я не думаю, что Володя действительно готов мне изменить, потому что он все-таки любит меня и нашего будущего ребенка. У меня уже 6-й месяц беременности. Животик растет. Быть очень активной уже удается тяжелее. Кроме того, что растет живот, очень видны стали растяжки. Я из-за этого комплексую. Переживаю, что Володя меня из-за этого разлюбит. Хорош крупниками нам барабаны тут показывать. Слышишь? А? Дарина родила, прикинь? Угу. Убери пока. И фоточку скажу, смотри, какая маленькая. Ну тебе не интересно, что ли? У нас скоро такая же малюсенькая, такой. Смотри, прям ножички маленькие. Мне интересно просто. Устал я. Я вообще жду, не дождусь, пока у нас родится наша маленькая девочка. Ой, господи. Приятного аппетита. У меня скоро 3-й триместр беременности, а Володя так и не сделал мне предложение. Я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака. Давай, если в маргарин усаживаться, то по полной программе. Молодец. Давай, поехали. Меня это реально начинает парить. Думаю, надо брать Парить. все в свои руки. Сколько можно ждать? Что-то Вот сейчас только не говорите, что она пошла кольца покупать. присматриваете себе? Да. Нет! Не себе! Не себе! Тебе! Да Господи! Кольцо. Желательно серебряное и что-нибудь подешевле. А на какое событие? Парню, так сказать, намекнуть, чтобы предложение сделал так тонко. У нас как раз есть варианты. Можете примерить сразу же, посмотреть, Да, можно. как оно смотрится. Ну что, как вам? Очень хорошо, я возьму. Надеюсь, что кольцо реально сработает, и Володя поймет мой намек. Что делаешь? Да, играю. А что так рано? Да мы все с пацанами быстро сделали. Значит, уже надо вторую работу искать. Зачем? Ты что, говорит? Какой же ты, говорит, конченый, что ты вот сидишь вот с этими вот допоздна. Чувак пришел раньше домой, пора искать вторую работу. Тебе не кажется, что, тут такая есть крайность. Если мужик пораньше пришел, его не надо на вторую работу отправлять или на третью. Да. Чем? Ну, потому что ты рано возвращаешься, что ты дома делаешь? Ничего. То тебя не устраивает, что я долго на работе, то не устраивает, что я быстро. Колесики, иди покидай целый день. Ну, да копилку-то надо пополнять. Ну, что... Копилка сама себя не накопит. Со временем денежки были. пополнится. Ладно, короче, в общем, смотри. Крутое колечко. Я от тебя другого вообще не ожидал, брат. Все нормально. Чё? А что еще ты хочешь слушать? Я бы хотела, чтобы тут другое колечко было. Когда я посчитаю это нужным, тогда сделаю.
Олеся такими Мужик. поступками унижает мои достоинства. Она бы еще села на колено и сделала бы мне предложение. Работать я еще долго не буду. Родители тоже не смогут Села на колено. Это как? нам все оплачивать. А Володя особо не шевелится, его все устраивает. Он не ищет дополнительных подработок. Вообще как прожить возможно? на такой бюджет с ребенком, я не понимаю. Олесь, Как прожить на такой бюджет с ребенком? Вот, говорит, лежу уже который месяц. Никак понять не могу. Ну, никак. Понимаю. Олесь, у меня к тебе разговор есть. Какой? У Димы проблемы. Давай он перекантуется у нас несколько дней. Ну, только если несколько дней. Хорошо. Где он спать будет? На полу. Постелим. Хорошо. Видимо, Дима прогулял все деньги на девчонок, что теперь ему нечем оплачивать квартиру. Хоть он мне и не нравится, но помочь человеку надо. Единственное, за что я парюсь, так это за то, чтобы Дима со мной грубо не общался, как он это любит. Надеюсь, Володе хватит ума с ним поговорить до этого. Привет. Я не пойму, а Дима пират? Или... Я просто корабля что-то не вижу на горизонте. Да и попугая у него на плече нет. Может, ты уберешь? Мы тут спим, как бы. Еще на сколько ты к нам? Ну, на пару дней, пока все не устаканится. А что у вас, поесть что-нибудь есть, нет? Сходи в магазин, купи продуктов, приготовь себе что-нибудь. Ты сам видишь, мы тебе вон квартиры, получается, выделили для того, чтобы ты поспал. Я от Олеси ожидал какого-то гостеприимства, когда пришел, но Олеся очень... Слышь, Монобровый, ну вообще с пустыми руками в хату приходить такое себе. Можно было бы палочку колбасочки, на самом деле, прихватить, хотя бы недорогой, да? Там хлебушка взять, там фруктиков и т.д. и т.п. Там, если что, Тяночка-то как бы беременная. Простите за слово Тяночка, на самом деле, здесь не в этой ситуации. Вот, поэтому как бы можно было бы, да. Очень некрасиво поступает. Правильно. Я, кажется, начинаю жалеть, что разрешила Диме у нас остаться. Как-то мне некомфортно. Хоть бы он поскорее уже нашел себе квартиру. Че смотришь? Нельзя, что ли? Нет, нельзя. Не лезь не в свое дело. А Володя, ты знаешь, что у него телефон берешь? Знает. Вообще-то я его девушка. Твоя девушка у тебя в сотике шарится. Олесь, опять началось? Ты что ябедничаешь? Я просто... посмотрела. Ты мне не доверяешь? Тебе же нечего скрывать, как ты говоришь. Мне кажется, мама была права, что мужчины думают только одним местом. Вы, правда, в этот выпуск хотели вот эту фразу вставить? Там бабка родила в 16. И мать. И ты. Ты сейчас серьезно? У вас вся семейка, у вас весь семейный подряд. Ты о чем сейчас вообще? Тебе нравится ссориться при людях? Нет. Но ты мне обещала, что ты не будешь подглядывать мой телефон. У меня есть к тебе недоверие. Еще смотри, я располнела, я набрала вес, у меня растяжки, у меня большой живот, у меня большие ляжки. Ты заглядываешься по-любому на других. Нет. А почему ты мне предложение не делаешь? Конечно, нет. Конечно, молодой пацан не заглядывается на других 100%. Вообще не смотрит, глаза ходит, закрывает по улице. Да, только когда пешеходный переход переходит, открывает. Да не дави на меня, так не делается. Ну а как делается, Володя? Сначала доверие, а потом все остальное. Олеся слишком на меня давит, и меня это напрягает. Чем больше она истерит, тем Ты в курсе, что она беременна, дебил? мне больше неохота делать ей предложение. У тебя есть еще один вариант развития событий.
Стоят два стула. Прошло еще 2 недели, а Дима все еще живет у нас. Мы постоянно скандалим. Что вообще происходит? Не понимаю, что так можно было? Так, каждый, кто поставит лайк и комментарий, рассмотрю кандидатуру. Надо так попробовать. Это же гениально. А что? Я не поняла. С работы пораньше отпустили. Нельзя, что ли? А кто вам мои роллы разрешил есть? Да, Володя, что это такое? Я не понимаю. Бардак. Это я должна убирать? А ты что смотришь, Дима? Когда с квартирой вообще проблема решится у тебя? Никогда, походу, не решится. Это уже какой-то. Он не скидывает нам денег за оплату квартиры, Не, ну это некрасиво. Да, за базар оплату ноль. коммунальных услуг, на еду, допустим. Не-не, ну коммунальных услуг, это, мать, ты там уже переборщила, но бабосиков подкинуть чуть-чуть и в холодильничек забить можно было бы, как бы там, да. Не помогает Если по он дому, так долго. только срач разводит. Мое терпение лопнуло. Он уже 2 недели здесь, Володя. Опросился на несколько дней. Это нормально тоже? Это ненормально, но сейчас куда я его дену? У него нет ни денег, Как гномик. ничего нету. Либо я сейчас остаюсь здесь, а Дима уезжает. Либо я еду к маме, а Дима пусть остается здесь. Строй с ними семью. Хорошо, я сейчас прям возьму его и поговорим. Я, конечно, понимаю, что я выношу мозги и агрессирую, но как по-другому-то я не могу. Я очень надеюсь, что у Володи хватит смелости выставить Диму из нашей квартиры. Короче, Олеся злая сказала мне, что если... Вы заметите, что все могло быть намного проще? Ребята бы домой очень быстро, кстати, все бежали. Да и зарабатывали бы. Никто бы не ругался. Вообще. Да и, в общем-то, и делить нечего бы было. Если я тебя не выгоню, то она уедет к матери. У меня-то сейчас некуда податься, сам понимаешь. Давай до завтра останусь, завтра уже решим, что там, куда там пойдем. Ну, я пойду. Я действительно косячу, но что делать? Я такой человек. Мне тяжело выражать свои эмоции. Мне проще промолчать, чем что-то сказать. Затерпел О и чем все. поговорили? Он до завтра остается. Какой Володя до завтра? Мне это уже я уезжаю к маме. Я не собираюсь это все терпеть. Вот что это происходит? Такого же не было в начале отношений. Я поживу у мамы. Пусть пока подумает, что он реально может меня потерять. Володя сказал, что Дима... Девушки, вот можете что-нибудь в чат написать? Вот все девушки, которые сейчас на стриме меня смотрят. Вы же не такие, да, у меня? Я же вас не такому, да, учил? Ну, Оля, ты давай вот без «ну». Ля, сколько повылезало, ля. Нет, конечно. Оленька, а мне кажется, что... Слушай, сколько девушек смотрит, ля. А чего молчите-то все? Здорово! Красивые наши. Мы вас, кстати, очень любим, да? Смотри, какие сидят в чате. Притихли, ты понял? Притихли. Сидят. Чекерят втихую. Давайте не втихую, тут не того самого, а то да. Смотри, какие. Смотри, сколько их. Ля. Так, Сивцева, ну-ка, тихо там. Не отсвечивай. Не это. Ну, здрасте, наверное. Чего это вы, тихушница? Не надо, не надо. В комментарии бы, наоборот, там что-нибудь написали, поддержали бы. Очень, между прочим, приятно. Я сам даже... Вот каждой девочке под этим видосиком лайк поставлю, да. Останется до следующего дня. Я сказала, я больше это терпеть не буду, и уехала от них. Вот такие Это вот Казым дела. сама виновата. Зачем ты его вообще пустил? Что-то как-то... Пацанам тоже, ладно, поставлю. То что-то как-то это можно цок-цок, да.
Я думала на несколько дней, как он и говорил. Пускай выбирает ты или друг. Семью вообще как бы походу не хочет. Ладно, давай не расстраивайся. Что-нибудь придумаем. Олесина отношение ко мне начало меняться в лучшую сторону, потому что Анжела она Феликсовна, начала как видеть это? истинное лицо Володи. Я буду максимально стараться, чтобы Олеся мне начала доверять. Я буду помогать. Не надо быть тихушницами. Вы не заметите, как время пройдет. Потом вон, кошки, обоссанные углы и все. И мужика нет. Надо хорошими быть, открытыми, но скромными. И не выеживаться. Мужика, главное, нормального найдите. Красивого, с бородой. Да. Желательно, как его, брюнета. Да. Да, с чувством юмора и очень скромного. Да, вот всем рекомендую, девочки, да. Поэтому, ну, если не найдете, ничего страшного. Главное, не выеживайтесь сильно. Ну, только не вот этого вот, который... Хорошо, дорогая, хорошо. Когда будешь смотреть ужастики? Солнышко, вот на телеграм-канал подписывайся, между прочим, скоро. Очень скоро уже это самое. И там аниме на горизонте, да. Как говорится, аниме на Ави, да, здоровья этому папе, вот, или маме, неважно. В общем, скоро. Надо, кстати, да, реально посмотреть. Ну, на Бусти, между прочим, выходят стабильно фильмы. Вот самая первая ссылочка вот в описании стрима. Что? Ты видел, сколько там фильмов загрузили? Там уже целый архив. Там и смотреть, не попересмотреть. Там же миллион, миллиард этих фильмов. Угу. Так что давайте, подгребайте. По возможности. И надеюсь, что будет все хорошо. Алло, Володя, Алло. привет. Не дало? Завтра к 10 утра, чтобы был у моего подъезда, есть разговор. Что случилось? Ну, ты уже, наверное, в курсе, что случилось. Срочный разговор с тобой будет. Хорошо, понял. Нет, там про мать в Тебе канале. Олеся или друг важнее? Олесь, И что, когда регистрироваться собираетесь? я вот думаю над этим, но не знаю, когда. Надо это все быстрее делать, пока ребенок не родился. Ребенок должен родиться. Объясните мне, я, может, что-то не знаю к своему возрасту, а почему надо быстрее это делать, пока ребенок не родился? Я просто, может, что-то не знаю. А это, ну, почему? Сон никуда не денется. Там все равно все, там габелла. Почему нельзя спокойно, чтобы малой родился или там малая? Ну, хорошо, возьмите, пойдите, распишитесь. Если уж прям, ну, такие принципиальные. Подкопите на свадьбу, поработайте. Снимите хатку. Все чин по чину. Что-то странно. Что в браке родился и фамилия отца была. В полноценной семье. Надеюсь, Володя меня услышал, мою просьбу. Надеюсь, что справится. Алименты сами себя не это. В отношениях, но все от меня что-то требуют. А куда донатить? Да не надо донатить. Ну, лайк поставил, подписался и все. Захотел, он платную подписку оформил за 100 рублев. Все, что ты? Чего вы все привыкли сразу донатить? Чего, как эти-то? Ну, сколько лет мы с тобой уже знакомы? Сколько Лен, сколько Зин, как говорится. Да. Там алименты, от них толку ноль. Сегодня у меня 3-й скрининг. Иду на него с мамой не в очень хорошем настроении. С Володей мы так и не помирились. Он даже не звонил мне. Головкой вниз сейчас лежит ребенок. Сердечко бьется. Ну где? Ну где? Где головка? Где? Как? Ну здесь тесто слоеное.
Ну, третий скрининг, где хоть кто-нибудь, какие-нибудь позывы какие-нибудь есть? Как вы это делаете? Как вы в этой шляпе понимаете, где что? Ну как? Ну я не могу понять, господи, ну как это работает? Я на каждый скрининг приходил. Я ради приличия головой кивал. Я просто я услышал, что все хорошо, патологии нет. Я говорю, все. Я говорю, смотрите, какой милый. Смотрите, личико. Я говорю, да, личико, да. Вот такое же тесто вот было на экране, и все. Где? Ну, тут как? Ну, что это такое? Смотрите, ножки, смотрите, здесь пальцы. Ой, как мило. Что мило? Кого? Ну что это такое? Здесь вот ножки. Где ножки? Где? Да господи, ну как вы это делаете? Может быть, на этих скринингах у женщин у них другое зрение открывается? Носик мой, губки мои. Носик, губки, покажите хотя бы самого зародыша. Чего она не улыбается? Спит. Она грустная. Если шевельнется, сразу... Все у нее там хорошо, нормально. Они большую часть времени Слушай, спят. На следующее утро я проснулась от того, что у меня дико болит поясница и низ живота. Мама срочно вызвала мне скорую. Она что-то утром проснулась, говорит, боли какие-то в животе. Покажите, здесь же болит живот, да? Да, низ живота. Живот давно такой напряженный? Нет. Когда вот отметили, что сильно заболела? После переживаний. Сейчас сердцебиение послушаем. Я не пойму. Я не пойму, ты... Доктор Ливси. Да, замечательно, да. Прекрасно, великолепно. Ты что, совсем с ума сошла? Ты что, дудку с собой взяла, бестолочь? Где у тебя этот стетоскопщик, как он называется? 21 век, ты что? Ты еще трубу он от слива возьми. Надо дообследоваться. Рекомендую Да обследоваться! С такими врачами обследоваться не надо. сейчас в стационар ехать. Меня отвезли в больницу. Там мне сделали КТГ, взяли кровь и мочу. Но никто таки не сказал, что со мной и с ребенком. Алло, Володя, привет. Тут такое дело. Олесю в больницу забрали. Что случилось? Из-за чего? Ну, утром у нее живот заболел. Довел ты мою дочь. Может, не приедешь? Семейка. Нет, не надо приезжать. Стетоскопом не слушают. Даш, ну я откуда знаю? Ну явно не дудкой слушают. Ты чего? Ну тут... Ну что, ты хочешь сказать, пластиковой дудкой слушают детей? Сейчас врач выйдет, все Ты меня сейчас доведешь, сейчас у меня тоже напряженный живот будет. скажет, что почем. Дудкой, блядь. И если что, Серьезно? Что, правда? Дудкой правда слушают? Девчонки, что, правда? Именно дудкой это? Что, серьезно? Ты что, правда, что ли? Константин, ты-то откуда знаешь? Да, прикинь. Да, все сразу знают. Ну ладно. Я не знал. А что вы начинаете? Да. Тогда ладно. я тебя сама наберу. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Курс доллара, ёпта. Вот биток, он будет расти или нет? Вот это вот беспокоит.
Можешь сказать нет? То, говорит, хату туда вложили. Не знаю, говорит, грузить нет еще. Боли внизу живота. Для того, чтобы нам исключить преждевременные роды, я сейчас сниму КТГ. Только этого мне не хватало. Если Олеся будет продолжать переживать, нервничать, то роды могут начаться заблаговременно. И такие детки рождаются маловесными, иногда с какими-то болезнями. Алло, Володя, врач говорит, все Вы решили Володю надрочить вообще по полной программе, что ли? из-за нервов. Ты давай завтра утром руки в ноги и в больницу мириться к ней. Она в ночь останется в больнице. Вот я дурак. Я постараюсь больше Олесю не доводить, так как я Ну ты реально дурак. понимаю, что она носит нашего ребенка. Слушай, Димас, я хочу тебя попросить съехать, а то Олеся не вернется ко мне. Я бы хотел с ней помириться. Ну окей, без проблем. У меня есть пару вариантов. Могу съехать. Тебе Могу на лавочке, могу в подъезде. Что, нормально? надо помочь? Деньгами? Нет, спасибо, сам справлюсь. Ну хорошо. Я считаю, что Володя уже прогнулся под эту систему и под Олесю. Под какую систему? Под какую систему? Костяныч, спасибо огромное за подписку. Под какую систему? У него баба беременная. Ты что, дебил? Как Там бы, уже дудкой тыкают она во все захватывает личное места. пространство, не дает ему ни выбора, ничего. И Какой выбор? Какой выбор? Он брызнул! Дурак, неумный. Давай, Кристин. Ну, какой выбор-то? я до конфликта не хочу доводить эту семью и к тому же разрушать ее как-то из-за себя. Мне поставили укол, чтобы нормализовать мое состояние, и мое самочувствие улучшилось. На утро ко мне пришел врач и сказал, что все хорошо, что меня смогут отпустить. Из дурки. Привет. Привет, что делаешь здесь? Мама сказала, что ты выписываешься из больницы, вот я решил встретить. Димы больше не будет. Ты же Диму своего выбрал, Он не съехал. меня? Конечно, съехал. Правда. Потом я сейчас приеду, мы сейчас с тобой помиримся, ты мне дашь обещание, и также Дима приедет. Не, она реально конченая. Это, ну, просто забейте. Больше такого не будет. Ну, не знаю, Как малышка? Что врачи говорят? все хорошо. Ну, пойдем домой. Я не знаю, что будет дальше, но я простила его, потому что у нас все-таки За что ты его простила? Господи. семья, ребенок будет. Семья. Шесть недель, все. Я чувствую себя хорошо. От нас действительно съехал Дима. И сегодня у Володи выходной. Надеюсь, что мы проведем его вдвоем. За я слишком много косячу и хотел бы перед тобой извиниться. Ох, бля. Я не знаю, что сказать. Ну что здесь ты скажешь? Я могу только сказать, что на Hard Inside подписывайтесь, чтобы не пропускать стримы ежедневные, и все. Ну что еще я Вин Дизелю скажу? Опять извиняется, опять косячит. Человек косяк. Позвать тебя на свидание Куда? в ресторан. Ну, я согласна. Конечно. Конечно, ну конечно. Конечно. Это очень не похоже на Володю. Неужели он все осознал? Вова, даже не вздумай. Откуда у тебя столько денег? Неважно, кушай. Ты умеешь заглаживать вину. Очень хочется кое-что сказать, но не буду. Даже не знала о твоих способностях таких. Как я люблю роллы. За роллы, да. Да, конечно. Для вас доносить? Да, можете выносить. Да. Ты еще десерт заказал? Да. Твой любимый. Закрой глаза. Володя. Мне не нравятся такие. Закрой глаза. Открывай глаза. Ты выйдешь за меня. Да.
А я на самом деле не ожидала, что как бы он сделает Не, ну а чё вы, ну романтично. Ну хорошо, хоть не струей на снегу, желтый. И то ладно. предложение. Еще так красиво. Я очень рада, что я этого добилась. Я долго к этому готовился, переживал. Я очень рад, что Олеся сказала «да». Романтик, блядь. Уже через месяц я стану мамой, пока не могу в это поверить. А сегодня я наконец-то стану женой. У нас с Володей радостное событие. Мы идем в ЗАГС. Является ли ваше решение стать мужем и женой свободным и искренним? Прошу ответить жениха. Да вы посмотрите на него, он как на каторгу пришел. Посмотри на нее и на него. Вот поэтому я вам и сказал. Вы можете эти колпачки на свои пенсилы одевать, чтобы потом вот так вот не стоять, как вот этот Потау. Ты посмотри, это определенное решение. Вообще, чисто бедолага стоит. Прошу ответить невесту. Володя мой муж. Теперь у нас, мне кажется, все будет Соболезную. хорошо. Я очень рад, что мы муж и жена, и Олеся будет мне теперь доверять. А мы с новостями, так сказать, расписались. Поехали, прозвон по всем. Вот. Спасибо. Спасибо. Мы с Русланом посоветовались и решили, что на свадьбу вам подарим подарок. У нас в России там в банке золото лежит. Цыгане? Где мое золото в банке лежит? Нет где-нибудь? Может, я что-то не знаю? Может, кто-нибудь, я не знаю, из подписчиков мне какой-нибудь подарок, блядь, приготовил? Какую-нибудь банковскую ячейку, я не знаю. Чисто, вот знаете, вот просто кто-нибудь ключи от банковской ячейки подбросил, сказал, и адрес написал, где забрать. Возьмите и можете обменять себе на кольца или к ювелиру сходить и заказать. Спасибо большое. Володя, а ты что такой грустный? Не рад? Нет, я Рад. Очень рад. Пока не понял только чему. рад, просто неудобно от такого подарка. Вы же наши дети. Нам Ольга подарила золото. Господи, я даже поверить не могу. Я даже не ожидала такого на самом деле. На удивление, последние 2 недели Я у не нас знаю, что царит сказать. идиллия в отношениях с Володей. А сегодняшнее утро началось неожиданно со звонка в дверь. Кто это? Не знаю. Так, ну что, ребята, Кореш? что, когда платить будем? Ну, Извинись. уже на месяц почти задержали. Никто не звонит, прячетесь от меня, что ли? Что за дела-то? Алло? Это, говорит, полиция? Как только про золото заговорили, Проблемы? Может, Георг, вы все-таки подождете еще, пожалуйста? Почему я должен ждать 2 недели? Почему? Давай тогда через 3 дня. Через 3 дня все будет. Хорошо. Точно. Ровно через 3 дня приезжаю, чтобы деньги были у меня. Я не понимаю, куда он тратит деньги. Мы даже не купили коляску, а деньги куда-то исчезают. Что будем делать? Это я тебя хотела спросить, что будем делать. Просто я свои деньги потратил на кроватку и на предложение. Где мы через 3 дня найдем деньги? У тебя же детские. Если я все детские отдам, как я рожать поеду? Вдруг Слушай, мне давай нужны золото сдадим. бизнесмен. деньги. Которую Ольга подарила? Ну да. Но это, конечно, если Ольга узнает, куда мы дели золото, это будет очень стыдно. Жаль, конечно, так поступать, но выбора не остается. Малыш появится со дня на день. Не на улице же нам оказываться с ребенком. Думаю, родители нас поймут.
До родов еще полмесяца, но врачам не понравились мои последние анализы, и они предложили заранее лечь в больницу. По их словам, роды обещают быть сложными. Мама так испугалась и настояла на том, чтобы мы поехали рожать в Санкт-Петербург. У нас там живут родственники, да и врачи там лучше. Я очень переживаю за Олесю, то, что она такая маленькая, хрупенькая. Кто? Кто маленькая? Олеся? Мы сейчас про одно и то же говорим. А роды — это очень серьезно. И я хочу быть с ней рядом. Так как Володя, он не тот человек, который поедет в роддом и ее поддержит. Чего? Это еще одна сторонница совместных родов? Нахер. Не-не-не-не-не-не-не. Спасибо. Мы и так, да, седые вон, все ходим в 30 лет. Не-не-не-не-не. Чего у тебя не получится? Я совсем не заметила, как пролетели эти 9 месяцев. За всеми нашими ссорами и вечной нехваткой денег мы с Володей толком не подготовились к появлению малыша. Пока я в роддоме буду, Володя, тебе нужно коляску купить, стиральную машину купить. Ну, кушать себе готовь, экономь деньги. Я уже побыстрее хочу родить. Я жду не дождусь встречи с ребенком. В Санкт-Петербурге меня приняли по полису ОМС и сказали, что будет операция. Сама я родить не смогу. У Олеси узкий таз, причем выраженный. Узкий таз радует глаз. Степени сужения, второй, с которой нельзя запускать в роды. Ребенок достаточно крупный, поэтому было принято решение о плановом кесаревом сечении. Как там вообще по этому? Как вообще по копилке вот там стояло на 1 миллион? Как там вообще в целом накопили? Друзья мои, я прошу прощения, я это проскипаю, потому что здесь сейчас начнется. Я просто до выписки, ладно? Вы не против? А то сейчас начнется вот это вот. Добей меня. Вообще классно. Короче, все разродились. Меня выписали на 5-е сутки, так как мы с моей дочкой чувствуем себя отлично. Мама все это время была рядом. Сейчас я понимаю, что она для меня самый близкий человек. Я просила покрасивее. Мне очень помогла мама. Я на самом деле даже не думала, что она мне будет так сильно помогать. Я, кстати, не помню, по какой причине и как это вообще произошло. Я помню, что я душу там всему медперсоналу просто вывернул. Я каким-то макаром на 2-й, что ли, или на... Не на 1-й, наверное, на 2-й. Первый день я на коврике дома проснулся. На 2-й, по-моему, день. Меня каким-то макаром пустили прям в палату. Я не помню, как это произошло и что я там кому говорил, но это 100%. Это прям железобетонно. Я даже помню, где палата была. Чего? Не-не, все культурно было. Все нормально. Помогать? Не считается. Я единственное, что запомнил, то, что ноги к полу прилипали. Вот это точно помню. Когда, там вот у бара вискаря столько было налито, короче, ноги к полу прилипали. Вот это вот я запомнил на всю жизнь. Причем я шел по заведению, и у меня вот тут ноги прилипали. Это я 100% помню. Вообще прям очень страшно, очень страшно. А на утро вообще это было вообще что-то с чем-то, да. У меня даже к ней отношение стало совсем другое. И если бы не мама, Она мне так рот кажется, делает, мне я бы не было пойму. очень сложно. Володя нас на вокзале не встретил, его не отпустили с работы. Но это оказалось не самым страшным. Он совершенно ничего не купил для ребенка из того, что я просила. Зайка, это тебе. Что, говорит, дебил? Спасибо. Ой, какая девочка маленькая. Какой красавица. Маюша. Как ты себя чувствуешь после кесарева? Маюша? Плохо. Я так сильно за тебя переживал. Боялся, что что случится. Ты зла на меня? Очень. Ну, Опасно, я прости. просто смотрю, чтобы здесь Я ничего не было. Потратил половину денег. То сейчас Немножко начнется. привыкла. Если бы не Маюша,
Кто? Ни коляску не купил, Баюша? ни стиральную машину. На самом деле я не хочу уже ссориться. После родов я стала вообще Баюша, какая-то Баюша. более спокойная, умиротворенная. Усталость Копилка, я не знаю. накапливается. Майя плохо спит по ночам, но Про я терплю. копилку... И жду, что Володя... Про копилку почему-то как-то Давай, это... давай. Сделаю. Ну давай быстрее, я тебе уже давно говорила это делать. Да, сейчас ты... Мне после родов Так, хочется давайте-ка это, с тепло, пеленанием заботу, аккуратнее там. любовь, все отдавать ребенку, все свои силы, всю свою энергию, а не все вот это вот отдавать проблемам, ссорам. Куда копилка делась? Мне сложно справляться с ребенком. Коляски таки нет. Приходится таскать Майю на руках. Я очень хочу спать. Хотели вдвоем ребенка, а я одна сижу с ней ночами. Ну а что я ей дам? Сиську ей дам. Помогать мне элементарно. У тебя такие же полные обязанности на ребенка, как и у меня. Но почему Иди тогда работай так же, как и он. Чтоб, ну, разделить все обязанности, раз уж мы так заговорили. Давай тогда он с ребеночком посидит, а ты вторую половину дня пойдешь поишачишь. А что, нормально? Да не, а что? ты сижу я с ней больше? Извинись. Я понимаю, что ты работаешь. Ну, ты должна больше сидеть, чем я. С появлением ребенка ты какая-то стала психованная на меня. Какой-то все какие-то помощи требуют. Раньше в семьях по 150 детей было. Как это вообще работает? Это, ну как? Как минимум можно вот не орать при ребенке. Вот это вот дело, говорит. Вот это вот уважаемая девочка вот в чате тему говорит. Вот это вот, тем более, когда там под засыпает, там все дела. Мои все позитивные. Феминист. А это кто? Это кто хотя бы? Не, натурал. Не-не-не. Эмоции я выдаю только ребенку. И на тебя у меня эмоции только агрессивные. Когда мы ругаемся, я реально хочу Логика вообще собраться и потрясающая. уйти. Но я не надеюсь на него, что мы там будем до старости. Но я надеюсь, что все-таки мы справимся и будем воспитывать дочь вместе. Потрясающая семья. Мама мне очень помогала в первые дни, учила меня обращаться с ребенком, но часто она у нас быть не может, так как работает. Но если бы не ее поддержка, я не знаю, как бы я справилась. Привет. Что, как дела у вас? Всё. Что случилось? Да ничего, устала. Володя отмазываться на работе, потом еще не высыпаюсь. Я говорила, что тяжело будет. Ну, блин, я же не Я знала, не пойму, она хотела-то. что прям настолько. Ну, а ты как думала? Ребенок это такая ответственность. Подожди, это что, у нее мать стала бабушкой в 32? Да нет. Как ты посчитал? Блин, это в 35, наверное. Или в 32. Хрен с ним, она стала бабушкой в 32. Там в 54 стала прабабушкой. В 54. Ну ладно, в 55. Уже, да, там типа год прошел. Это как вообще? Еще у нас аллергия, походу, какая-то вышла. Жрать не надо ничего и слушать врачей, что тебе говорят. Бестолочь. Не знаю на что. Что в больницу не идешь? Одной сложно, я боюсь. Да, конечно, Олесе сейчас сложно, тяжело, она не справляется. Я вспоминаю сейчас то, что как мне было тяжело, не знаешь, как, что делать. Сейчас, говорит, сына разбужу, он в политехе сейчас посчитает. Он очень рад будет, если сейчас вы его разбудите.
Мое настроение все Мне кажется, он меня проклянет Мне кажется, сразу. что семья нужна только мне одной. Володя ведет себя отвратительно. Постоянно задерживается на работе, скидывает трубки. Неужели несчастье с мужчинами передалось мне от бабушки и мамы по наследству? А еще недавно я узнала, что он постоянно общается со своим братом Кириллом. Учитывая, что Дарина теперь воспитывает ребенка одна, я представляю, какие советы дает Володе брат. Чё, как дела у тебя с Володей? С Володей всё. Володя пару дней походил с ней, посюсюкался, понянчился, и потом все, типа устал от нее. Он мне не помогает, еще деньги тратит. Я никак не понимаю, а как, ну, если, допустим, ну, как это у нормальных, да, людей бывает. Появился ребенок. Ну, на мужика упала вся ответственность, это по работе. Правильно? Правильно. Как, ну, может, что-то я не понимаю. Не туда. А что он тратит? На такси, на обеды. Я за ребенком смотрю, не сплю, получается. Готовлю кушать, ложу ему в контейнер, а он их просто тупо не берет. А что, То либо он забывает. кушает-то? Может, просто ты, ну, какой-то каловой массы ему готовишь? Нет? Деньги тратит. Я ни чуточки не удивлена, я знала, что это все так и будет. Изначально, когда мы начали с ним отношения, он был совсем другой. Он работал, он учился, и вообще все было хорошо, еще успел со мной погулять. Мужчины, они бывают то, что после того, как ребенок появляется, они меняются. Ты сама захотела вот эту вот Володю. На обеды тратит? Захотела ребенка. Это уже все. Ты ничего не изменишь. У тебя есть ребенок. Тебе его хоть как надо сейчас воспитать. Сейчас после родов Олеся дает добро ребенку, а на меня выливает весь гнев. И мне очень сложно. Ведь я хочу тоже любви и ласки. Старый, рассказывай, как жизнь молодого отца. Лучше бы ты к бывшей все-таки пошел. Я думаю, меня весь чат поддержит. Вот сейчас очень внимательно, старый. Олеся начинает мозги делать много. Отвернусь на минутку, она сразу пилит меня. Типа говорит, что чего ты не следишь за ребенком. А ты типа и не следишь, или ты следишь? Я слежу за ним, я меняю, помогаю ей, но она говорит, что этого недостаточно. Они вообще странный народ, эти женщины. Она все время, короче, деньги просит сейчас. Очень много. А на что просит? Мне нужны подкусники, крема, все такое. Я вообще... Еще про коляску, короче, пилит. А ты что не купишь коляску? Да я деньги все на обед, на проезды, до работы. Что делать будешь? Да жить, зарабатывать. Ну что ты где? Еду я. Где ты едешь? Я что, на флеше катаюсь? Жди давай. У тебя что с голосом? Ты что, бухал? С голосом у меня. Я спать хочу. Тебе, короче, Володя, все. Я думаю, Всё. что будущего у нас с Володей нету. Эй, молодец. Готовься. Потому что, ну, не может счастливая жизнь, счастливая семья строиться на одних ссорах, проблемах. В детстве я достаточно насмотрелась на пьяных отчимов. Я по голосу чувствую, что Володя выпил, поэтому к ребенку я его не подпущу. И в квартиру он не зайдет. Выскажу ему все на улице. Знаешь, мать, там есть
вторая сторона монеты. Ты когда нашего ушастого киберспортсмена в ЗАГС привела, он, конечно, встрял, но после того, как вам дали бумажку вот эту, как бы можешь теперь свой язык себе в дупеля засунуть. Потому что если бы у него были не маленькие вот такие вот яичишки, а нормальная цельнометаллическая оболочка, он бы сейчас тебе ответил так насчет того, что там не пустить домой, не подпустить к ребенку. Угу. Ты изначально был хорошим, нормальным мужиком. Когда ты меня вообще не трогала. Я просто не могу. Обожаю истерики. Тебе вообще до семьи на самом деле. Чисто чувак работает, приходит домой, ему дома просто вкручивают просто. Че ты все от него хочешь? Че ты все свой свисток-то этот лягушачий в это? Ну, пацан молодой и так работает, он и так никого не видит, никого не слышит. Че надо-то еще? Бабло несет там потихонечку, там помаленечку. За жрачку с тебя не спрашивает, за чистоту, за все остальное. Че еще-то? Если было бы... Он, конечно, не то какой-то супер классный папа, но он хотя бы старается хоть что-то делать. Хоть маленечко. Ты сегодня что, кстати, мне сказал? Я уеду жить к Кириллу. На самом деле я подумала уже разойтись. Потому что ты мне... мозги делаешь, я тебе мозги делаю. Мы друг от друга устали. Ты так же поступаешь со мной, как Кирилл с Дариной поступает. Какой исход? Это твое решение? Да. А что ты плачешь? Потому что ты меня Потому что дура. бесишь. Ты очень подумала? Да. Окей. То есть ты меня сейчас с ребенком оставишь? Вы слышали, нет, что он там говорит? У меня даже караси все попрятались. Где, я не пойму, логика хоть какая-то. Ты что, сама решила так? Я последний раз слышал от нее, когда она говорила, я тебя люблю. Давно, вообще давно. Как бы это ни было, это, конечно, грустно, но как оно есть, так оно и есть. Моя мама справилась, бабушка справилась. Не, ну она просто конченая. Это просто, это... Я думаю, я справлюсь. В качестве извинений на следующий день Володя прислал с курьером коляску для Майи. Опять извиняется. Опять пошел извиняться, терпух. Хоть я и понимаю, что одной мне еще хуже, пока я даже разговаривать с ним не хочу. Мало извинился. Спустя 3 дня Володя попросил о встрече. Я был неправ, прости меня. Дебил. В чем не прав? В чем? Ты хотя бы придумал вообще, в чем ты был неправ, сынок? Просто все копится, и я не... Господи, вот как донести до людей, что женщины, они устроены так, любая женщина. Сейчас можете со мной спорить, девчонки, не спорить. Вы рядом с собой хотите видеть мужчину. Ну вот что хотите мне говорите? Все равно вот вы хотите вот видеть рядом с собой мужчину, который ведет вас.
Вот в это вот как слоники, они идут за хвостики этими хоботом или чем они там. Короче, не знаю, держатся они друг за друга и идут, слоники. Вот, причем здесь слоники, неважно. Чтоб вас куда-то вели. А не все вот это вот наоборот, вот когда вот это вот все вот это вот переколдыбенилось, ничего не понятно, кто кого куда ведет. Господи, когда женщина руководит отношениями, ну это просто, это... Ой, как же это убого со стороны смотрится, а? Да, дорогая, да, конечно, да, давай я извинюсь, давай. Ай, что это такое, а? Нет, я еще раз говорю, мы все не идеальны. Вы изначально все прекрасно знаете, с кем вы начинали встречаться. Ну, делайте вы все, Господи, потихоньку. Женщины, любите мужчин. Мужчины, любите своих женщин, уважайте их. Это ваш выбор. И наоборот. Что все вот это вот... Ой, это ужасно. Это вот я больше всего это никогда не любил. Вот это вот, когда вот это вот, дорогая, Господи, прости меня, пожалуйста. Каждые 5 минут эти прости, каждые 10 минут эти люблю. Кому это нахер нужно? Зачем это нужно? Люблю это, когда ты молча, ни слова не говоря, просто вот сделать что-то приятное, я не знаю, с какими-то поступками, какими-то действиями. Не надо это вообще говорить, не надо это повторять. Подошел просто, молча взял и что-то сделал. Купил что-то в дом, я не знаю, сделал что-то приятное своей женщине, молча. Не надо им это говорить постоянно, не надо, это уже тошнит уже от этого. Цветочек ей маленький, неожиданно подарил, все, она уже все поняла, если она не бестолковая. Она и так все, там все понятно. Ей эти слова эти не нужны, эти люблю, не люблю. Все, понимаешь? Обнял ее где-то вовремя, там еще что-то. Ну так и есть. Извини, прости. Все, женщина, она хочет защитника видеть. Понимаешь, даже если ты додик, ты тощий, худой, я не знаю, ботан, очкастый, прыщавый, ты в душе должен мужчиной быть. Мужчиной, понимаешь, мужчиной. Это не у кого там эти болтаются, эти причиндалы. А мужчиной, вот, чтобы он, понимаешь, чтобы из него изнутри вот это шло. Даже если щуплый, хлюплый, у всех вкусы разные. Как за каменной стеной, это не значит даже физически больше. На крайний случай можно арматуру взять. Вот. Главное, чтобы, понимаешь, так и есть, потому что базу выдали. Тут не база, тут фундамент. Пользуйтесь. Не могу сдержать себя. Я не хочу вас терять. Ни тебя, ни мою. Ты простишь меня? Или... Мне нужно подумать. Я не знаю, что может спасти наши отношения, но я с ней не хочу разводиться. Я очень ее люблю, и дочь люблю. И хочу, чтобы мы были дружная семья. Я решила дать Володе второй шанс. Теперь очень интересно, как у вас с женой общение. С кем? Я просто, наверное... С кем еще раз? Шанс. Я не могу сделать так, чтобы дочь росла без отца. Я понимаю, насколько это сложно, и я думаю, что он изменится все равно ради дочери хотя Изменится. бы. Я бы пожелала девочкам в 16 лет, если даже забеременели, то рожать. Ребенок — это очень хорошо. А с мужчинами, на мужчин никогда не надейтесь. Да, с ребенком это хорошо, как говорится, а ВИН это еще лучше, да, потому что это наш партнер и спонсор. Гений интеграции просто. Да, дорогие друзья, на этой прекрасной, замечательной, великолепной ноте я хочу сказать следующее, то что пора идти ложиться спать. И что всем пожелать? Ребят, улыбайтесь почаще, не копите в себе это зло и негатив. Да, любите друг друга, уважайте и, я не знаю, плодитесь, что ли, я не знаю, там, только делайте все с умом. Вот, всем девочкам, мальчикам спокойной ночи, хорошего вам настроения и хороших выходных. Завтра у нас что? У нас уже сегодня воскресенье. Вот, спасибо, кто там на ролики залетает в раздел видео, да, там ставит на всяких лайки, комментарии пишет. Спасибо, что меня поддерживаете и делитесь в социальных сетях нашими роликами. Удачи вам. Давайте, на связи. Завтра я, как всегда, с вами, то есть уже сегодня. Да. А, нет, стоп. Воскресенье, выходной. Да. Не-не-не-не-не-не-не. Завтра поеду с малыми, там вот эти вот всякие вот там наобещал им. Наобещал. А бонус?
Прошу прощения. Одну секундочку. Я чуть не забыл, я даже музыку оффую. Одну секунду. Я не наврал. Одну секундочку. Сабин, ты тут? Все тут? Готовы? Готовы, да? Сегодня у нас число какое? Готово? Сегодня у нас, друзья мои, 7.04, 24. Сегодня 7 числа вообще у всех хороших людей день рождения. Запомните. Вот у меня 7 ноября. А 7 апреля у нашего молодого этого, ну вот этого, который вот так вот разговаривает, вот так вот, очень по-смешному. Поняли? Да, вот так. Ну вот этот вот. Кого вы любите? Который смешные нарезки, да, делает, он 25 банов, 75 страйков. Да, у него сегодня день рождения. Как вы думаете, что могло произойти и что могло пойти не так? Есть у вас какие-нибудь предположения? Ну, казалось бы, день рождения. Светлый праздник. Согласитесь? То есть, как бы, ну, ничего не предвещало беды. Готовы? Ты знаешь, что он сделал? Знаете, как его подписчики поздравили? Хотите, скажу? Поехали. Я, когда вот эту картинку увидел в самом начале, я уже понял, что, ну, ничего хорошего эта картинка не предвещает. Готовы? Пожалуйста. Поздравляем! Поздравляем! Митю Философа! Митю Философа! С днем рождения! С днем рождения! Мы любим! Мы любим! Его кекс! Его кекс! Чато привет! Чато привет! Копим! Это круглый год! Я честно вам говорю, я вот взрослый человек, я полную версию скину в телегу в нашу любимую Heart Inside, потому что, ну это просто феноменально. Я вот сюда вот завтра скину полный ролик, потому что, я не знаю, что мне еще сказать. Просто там авторские права сейчас прилетят. Они взяли еще в конце «Чудо-остров», жить на нем легко и просто. Я не знаю, правда, у меня... Ну, вы представляете, вот где-нибудь просто за бугром вот это вот показать, там все с ума сойдут. Там скандал будет международный. Все, пойдемте спать. Я завтра скину в телегу, там скачаете все на память. Да, обязательно скачайте, а то я думаю, что ее тоже забанят телегу сразу. Все, давайте. До понедельника, короче. Давай, все, обнял.